и принцессы. Ведущий ТВ, не дождавшись от меня ответа, что это за сказка, дала работу другой девочке. И она на камеру рассказала все, что это ее поделка. Я отменяю эту ситуацию. Я с гордостью и с увлечением рассказываю о своей работе в камеру. Я ничего не боюсь. Я возвращаю себе свой талант, креатив и успех. Второй аспект. Я попросила у мамы Людмила. Мою маму зовут Людмила, но все ее звали Мила. Покушать. Она мне сделала творог в стеклянной вазочке, дала мне ложкой попробовать, мне не понравилось, я оттолкнула. И мама пришла, как говорится, выронила вазочку, разбила. Она пришла в ярость, в бешенство, схватила меня и начала толкать лицом в стекло. Я закрылась руками и сильно порезала предплечье вот здесь. Когда она увидела кровь, она успокоилась, но не попросила прощения, не приласкала, короче, не успокоила меня. Отменяю эту ситуацию, возвращаю себе достоинство и право быть услышанной и любимой. Я была во 2 классе, ночью услышала приглушенный крик. «Лиля, Лиля!» Я, сонная, вышла в зал и в темноте вижу белую майку моего отца. Отца звали Александр, но все родные его звали Шурик. Я подхожу и тяну отца за эту майку. Он оборачивается, и я пришла в ужас. Я не понимаю, чтобы я что-то увидела. Я не помню, что я что-то увидела. Я просто вот как-то на тонком плане все это поняла, что происходит что-то ужасное. Отец одной рукой душил маму, а во второй был топор. Я начала кричать. Проснулись все: дед, бабушка, тетки. Отец потом просил у меня прощения. Я не помню, простила я его. Кажется, нет. Хочу отменить эту ситуацию в моей жизни, если это в моем праве, а весь ужас отдать истинному. После 1 класса меня отправили в пионерский лагерь. Вот это у меня триггер, когда я писала, прям расплакалась, не знаю почему, потому что, в принципе, все время без мамы были. Но в тот момент вот вся нехватка вот этой мамы, она как-то слилась в один, и запомнилась мне очень сильно. Отправили в лагерь, хотя каждое лето проводила вдалеке от мамы, в этот раз тоска и одиночество были невыносимыми. Помню, я подошла, я не могу, она меня бьет. Помню, как подошла к воротам, и с самого утра села и ждала, когда она ко мне приедет. Выпускай, Лиля, выпускай. И она приехала, как будто почувствовала. Это далеко ехать, очень далеко, но она приехала вечером. В общем, я отменяю эту ситуацию на полное внимание и любви от матери. Ой, боже мой. Так, меня уговорили пойти познакомиться с моим бывшим мужем Михаилом. Устроили смотрины, после которых мы стали встречаться и потом расписались. Я не хотела, но дала себя уговорить. Я отменяю эту ситуацию. Отказываюсь идти на смотрины. Я не выхожу за него замуж. Прошу первоисточник быть отцом моих детям. Я возвращаю себе свою свободу, легкость, творчество и амбиции. Михаил увлекся, это бывший муж, увлекся эзотерикой и как-то пригласил экстрасенса к нам в дом, Витя Швец. Этот Витя Швец предложил мне просмотреть, где у Михаила на позвоночнике смещение, и подключился ко мне. Я увидела там что-то. Как он сказал, дал мне свою энергию, чтобы я увидела. Я отменяю эту ситуацию, запрещаю всем и любому подключаться ко мне, возвращаю себе свою терянную энергию, убираю и отторгаю все чужеродное, не принадлежащее мне. 6. Мне приснилась моя бабуля Люба до 9 дня после смерти. Я открываю дверь дома на улицу, там темно, и стоит бабуля. Я ей говорю: что ты тут делаешь? Ты же умерла. Она молча вошла в меня, и я на несколько секунд стала ею. Почувствовала ее старость и дряхлость. Если в моем личном пространстве есть подселение покойной,
Я хочу это убрать, освободить себя и бабулю, передать информацию с канала Виктории об освобождении душ. У меня были сложные отношения со старшей дочерью Софией. Когда она училась в школе, то часто убегала с уроков. Я пожаловалась своей маме на нее. И вот мама приехала, ну, как и приехала, ворвалась. Она, видно, выпила много, а может, и, выпила, и к нам ворвалась в дом. Отлупила мою дочь. Я не вмешалась. Я не понимаю, почему я не вмешалась. Я как парализованная сидела. Я отменяю эту ситуацию. Я ее не впускаю, свою мать, к себе в дом. Я люблю свою дочь и не даю ее в обиду. Я хочу, чтобы она это почувствовала и знала. 8. После первого аборта я родила сына Дмитрия. Дома его мы зовем Митя. Думают, что это я его абортировала первый раз. Потом он родился. Я отменяю эту ситуацию. Я отменяю эту ситуацию. Я рожаю его сразу. Потом я родила еще дочь Марию. После нее 2 аборта. Вот я думаю, это уже одна душа. После слов Михаила «Хватит плодить нищету». Думаю, что вот одна душа. Хочу отменить эту ситуацию и родить абортированных детей в чистом, светлом пространстве и дать им свою любовь. Младшая дочь Мария, мы зовем ее Маша, должна была уехать на ПМЖ в Израиль. Но она решила связать свою судьбу с блатным шестеркой у криминального авторитета. Я сильно переживала и наговорила много плохого, которое все и исполнилось. Я отменяю переживать. Я уверена, что у моей дочери все будет хорошо и благословляю ее. 10. Зять у Маши брал внука и сына Мирослава. В этом его решении утвердила его новая жена Наташа. Она мне постоянно снится в моих родовых домах. Я прошу маму, мама моя покойная уже, ее выгнать. А она говорит, что не может этого сделать. Я думаю, она как-то вошла в мое родовое древо. Если так, то я хочу знать причину и убрать ее из моего личного пространства и родового. Вернуть себе свою кровного внука, а своей дочери сына. Чужого мне не надо, но мое – это мое. Я делала зарядку, когда почувствовал удар в спину, сильная боль в области сердца. Я кое-как через боль села, свернулась вот так на коленках и стала смотреть, спрашивать, что это. Мне пришло, что это энергетический удар со стороны Наташи. Ей какая-то женщина помогает. Когда я это поняла, то эмоционально не отреагировала и простила их. И в это моментально прошло. Я встала, начала двигаться. Запрещаю вторгаться в мое личное пространство, вернуть все зло и последствия, если они были, мне нанесены. Сон. Сеанс Виктории. Виктория с экрана, глаза закрыты в белой повязке, сбоку девушка стоит. Значит, Виктория говорит, не вижу ее, меня, значит, закрывает какая-то фигура. Я спрашиваю, что за фигура? И белесая тень передо мной оборачивается и смотрит на меня. Это как чувство, так как образа нет. Виктория говорит, сейчас посмотрю. Это какой-то Петр. У меня мысль, что еще за Петр, еще чего не хватало, да? И как закричу, пошел вон. Проснулась, хочу знать, кто меня закрывает и убрать это. Так, моя левая сторона тела имеет больше проблем, чем правая. На ноге вальгус, когда палец в сторону уходит, шишка растет. На внутренней давка, пальцы на руке иногда заклинивает. 14 лет в поезде на большом пальце руки дверью купе вырвала ноготь. Сейчас болит сама рука. Лишилась 2 нижних зубов с левой стороны. Левый глаз видит плохо. Как-то студила тройничный нерв с левой стороны головы. И последнее, не знаю, получится, но очень бы хотелось, потому что переживаю очень. 13 сентября в Одессе я попала в сильный дождь. В общем, там ужас, что творилось. Погибло 9 человек, из них 1 ребенок. Если будет время, хочу передать этим душам алгоритм освобождения сеансов Виктории. Хочу очистить квартиры своей старшей дочери вот в Одессе.
от страха войны. Я потому что, ну, чувствую, я купила квартиру, там люди убежали от войны, и я это чувствую. Наполнить спокойствием и любовью. Передать в свой род информацию о своем освобождении и оставить эту информацию в общем доступе. Мгм. Мгм. Так. И давай проговорим главную цель сеанса. Я хочу очистить свой род, разорвать контракты и помочь своему очистить свой род. Я прям чувствую это, что мне это надо сделать. Так, хорошо. А что с настройками души? Почувствовать себя живой, чувствовать любовь, свет, легкость. Я думаю, это придет вслед за этим всем. Это меня и гнетет, что я как Или старше, а было наоборот? осталось. Ну да, я тоже хотела сказать, что возможно, наоборот, что ты должна сначала свою душу оживить, очистить, Ну, может освободить быть. уже, Ну, а потом это передать в свой род. Это что такое? Лиля, нужно понять, что вообще означает почистить рот. Ну, просто вот, как говорится, двумя словами объясни, как это, ну, практически сделать. Что это означает? Я хочу, чтобы, вот смотрите, э, ну Ну, как это во-первых, сказать? давайте определимся, что такое рот, чтобы его почистить. Это мои близкие. То есть Это мы к мои ним близкие. придем, и будем насильно их чистить, да? Нет, я имею А в может, они не виду, хотят этого? Как мы их можем почистить, наших близких? я имею в виду род мои дети, которые страдают по моей вот вине. Значит, в этом смысле отменить Дети. какие-то ваши решения, да? Да, мое решение. Значит, я правильно понимаю, род– это некая информационная составляющая, некий код или коды, которые общие для тебя и твоих родственников. То Да, есть почистить род, ну, а все же исходит изнутри, из нас. То есть он очистится только тогда, когда ты почистишь себя. А почистить это да, значит отменить я это понимаю. контракты, поменять свои негативные убеждения на позитивные, поменять свои негативные привычки, то есть на позитивные, полезные навыки, да, то есть очистить свое тело от психосоматических блоков, потому что наше физическое тело– это Wi-Fi, который раздает эту информацию под названием род. То есть генетическая информация передается по родовым энергетическим путям. Да? И оно исходит все из нас. То есть на всех уровнях сознания, подсознания, физического тела и души. А на уровне души мы разрываем контракты. То есть таким образом, когда ты очищаешься на всех уровнях сама, ты становишься раздатчиком, как Wi-Fi, новой информации, которая распространяется по твоим родовым энергетическим невидимым путям, которые имеют резонанс в твоих детях, в твоих родителях, в бабушках и дедушках, то есть и по корням идет, и по веточкам, и по листочкам этого родового древа. В психологии это называется, что ты представитель рода, то есть ты решаешь вместо всех, потому что ты более осознанно, и таким образом распространяется информация по родовым путям, и ты становишься вот этим навигатором. Они тогда уже на тебя ориентируются подсознательно. Тогда улучшаются Виктория, отношения, все я выстраивается. я чувствую ответственность перед родом. У меня 7 октября 48 года, когда скрывающий свой год рождения Пук родился,
Произошло землетрясение в Туркмении. 150 тысяч людей погибло. У нас в роду 11 гробов было. В тот день, когда родилось это чмо, вылезло Мгм. на свет Божий. Поэтому род, я говорю, сильно пострадал. И я понимаю, что надо начинать с себя и помочь детям, а все остальное приложится. Хорошо, отлично. Это Я как в самолете. Сначала маску надо одеть на себя, а потом уже на детей. Потому что если ты начнешь спасать детей без себя, то, ну, как бы, не поможешь. Можешь и сама это вот не успеть, и дети без тебя, как бы. Поэтому надо в первую очередь, убрать все, очистить, оживить себя, и потом уже своим светом, своей любовью очищать, и детей своих. Просто если ты, вся грязная в грязи и говоришь: "Так, я хочу почистить, помыть своих детей", и ты начинаешь вся такая грязная мыть своих детей, то, ну, что будет? Будет ли твои дети Конечно, чистые? эзотерикой только заниматься, шизотерикой. Да муж меня так подсадил и сам ничего, занимался. это нормально. Я же понимаю это. Смотри, ну, нужно смотреть Это опыт. не на то, что было, а на то, что есть. Вместо того, чтобы сожалеть о том, ты сейчас можешь поблагодарить. Какая я молодец! Я решила это все пройти для того, чтобы получить этот бесценный опыт. Это Я, да. я тебе честно скажу, я понятия не имела, что такое эзотерика. Ну, слава богу, меня охраняло мое подсознание, и меня вела моя душа, потому что я чувствовала всегда энергии, и я слышу такое что-то интересное говорит, и как будто бы правильно, но много психологов, и эта девушка была психолог, и она рассказывает все правильно, а потом начинает говорить о каких-то практиках, и я слушаю, и она говорит, я чувствую, а оказалось, она проповедовала рейки. То есть представьте себе, М. психолог и рейки– это несовместимые вещи вообще, да, то есть это противоречащие, потому что психология изучает душу, как эти практики рождаются из души естественным путем, а здесь магический путь. Возьмите энергии, проткните ими это и так дальше. То есть это внешнее воздействие. Слава богу, в реки не влезла. Да, ну, Я не знаю, что я это к чему такое. веду? Но все равно я не знала, что это такое. Я не знала, что это такое. Я начала об этом узнавать только тогда, когда ко мне люди начали приходить. Когда Я они Просто, начали видите, читать. уже был иммунитет, наработанный из прошлых жизней. А то, что мы я уже много отказалась раз от видим. да. Просто Вы мы много хотели? раз видим в этих, сеансах, да, что светлые души пришли сюда, чтобы получить иммунитет. А как можно Мгм. получить иммунитет, не влезя туда, не испытав это все на себе и принять решение, что нет, мне это не надо. Ну, как бы я выбираю, ну, как бы другое. Поэтому это, ну, мы для этого сюда и пришли, за этим самым иммунитетом. А это получить Ну, только туда, это вляпаться надо. И вот это, И что Оля все. говорила, благодарность. То есть находить моменты благодарности за что-то. Потому что на самом деле у нас весь этот опыт, который мы пережили, и эти родители, которые стали для нас самыми великими учителями, все это имеет большую ценность. Потому что выучить, получить опыт по книгам нельзя. Как бы я ни изучала, э, э, знаете, как я изучала, училась ездить на мотоцикле. Вы не поверите. Но у меня такой склад ума, я во всем хочу разобраться. Я разобралась, с чего состоит мотоцикл, как работают педали, мотор, как это все взаимосвязано. Я все знала. Сначала я все изучила, но когда я села на мотоцикл, первым делом, что я упала, а мой муж шутит и говорит тогда, первый мой муж говорит, Боже, что случилось? Я не знал, что делать, то ли бежать, спасать, то ли убегать. Да, то есть мы не можем научиться
до тех пор, пока мы сами не сядем за руль и не научимся. Или на велосипеде, или даже ложкой кушать. Маленький ребенок постоянно себе то в нос, то в глаз попадал ложечкой, правильно? Пока не научился. Вот точно так же и здесь. Так, а еще хотела узнать, вызывала ли духов в детстве? Фу. У меня бабушка была помешана на этом. Она нас это научила, потом еще и в пионерских лагерях, и во дворе. Все дети этими занимались, и мы сидели, это все делали. А это бабуля Люба научила? Да, да, да. Ну, давай самое яркое воспоминание про вызов духа. Ну, самое яркое из нее, как она положила вот эту бумажку, написала эти цифры, блюдечко, посадила нас и начала там что-то говорить, водить. Ну, мы посмеялись и говорим: бабуля, это ты все делаешь. Потом она говорит: положите себе под подушку маленькие, ну, спички вот эти, Мгм. колодец тоже наряженный, приди, я положила. Закрываю глаза, начинаю картинки видеть, смеюсь, хохочу. Там, ну, картинки вижу перед собой, вот это все. В общем, ну, такое, это каждый день и очень много всего. Она просто вот такой человек. Я в этом выросла. Мгм. Так. Так, а из тех вот практик и вот этих всех ритуалов, амулетов, гаданий, есть что-то, то, что действительно тоже вот прям яркие такие вспышки, ну, самые такие воспоминания? Самые вспышки, когда муж принес книжку Папюса, принес Таро мне и книжку Папюса. И Мгм. говорит: вот, бери, начинай изучать Таро. Вот так делай, так. Ну, я попробовала, мне стало неинтересно, но, в принципе, я гадала на этих картах. А он вызывал какого-то Аданая. Но он его вызвал, потому что он открыл портал, который я видела. Я сильно Мгм. переживала, когда он уехал, и ночью, видно, в астрал в теле вышла и увидела такой сизоватый цвет. Я зашла в комнату, и меня аж раздавило. Я, ну, там прошла мимо. Вот такое вот было. Мгм. Но Вот это так. в том доме уже не живете, правильно? Нет, мы не живем, мы ушли с того дома. Мгм. То, что он открыл что-то, это точно. Так, а что там с Цельнозором? Что делали? С дальнозором, значит, у нас так. Когда я от всей этой фигни отказалась, кинула, поняла, что у меня это все. Потом начался как его, ковид. Я Мгм. думала, ну нельзя же одевать маски, ну что за фигня, ну почему нас всех садят? И начала искать и нашла Викторию. Ну, стала смотреть, подсела на Викторию. Вот с ковида, то есть когда, 2020 года, да, с марта Мгм. 2020 года я 19, начала. да. Мгм. Да. Так посмотрела, потом услышала от Виктории про цельнозоры. Так периодически стала то цельнозоры, то Виктория, то цельнозоры, то Виктория. Потом я уже в ситуациях вижу, что цельнозор что-то начинает, ну, как он, катить на Викторию, там плохо отозвался, там плохо отозвался. Думаю, что-то тут не то. Потом послышала эти помощников. Я попробовала, попользовалась. И мне так было плохо, мне на душе так было плохо. И где-то я что-то он прислал, что давайте, люди, какой-то квантовый компьютер сделаем. И я понимаю, что мы куда-то не туда идем. Я Мгм. написала, говорю, мы шило-на-мыло люди меняем. Шило-на-мыло. И отписалась. От всего отписалась. Думаю, ну плохо было очень. Я же не Мгм. понимала. А потом недели через 2 слышу, ну, думаю, вернусь-ка я к Виктории, что она там скажет. И она вот про апельсины, которые на нее напали. В общем, ну, вот так после. И я А, потом э, рис продышала, дышала, Мгм. продыхивала их, убирала, А отказывалась, и не знаю. символ его, чё-нибудь рисовали, А использовали ты что-нибудь знаете, куда-нибудь? я же сидела, ну, просто вот так рисовала, думаю, что это такое, что за фигня. Рисовала. Потом одна лезла ко мне, что то лезла, женщина такая, нехорошая, она прям я ей влупила в лоб этот символ. Она потом ковидом заболела. И я так раскаивалась. Это Мгм. жесть.
Тоже дышала, просила прощения. Ой, думаю, что я фигню какую-то маюсь. Сама же отказалась от всего этого и опять вляпалась. Мгм. Так, а если уже за Викторией так долго наблюдаете, почему именно сейчас решили обратиться? А мне Что во сне изменилось? приснилось. Во сне приснилось. Мне до этого снилось во сне, кто-то мне говорил, начал что то мне наговаривать, а вот Виктория, а вот это. Я как закричу, помню: "Отстаньте от меня, сама разберусь". Ну, после этого 2 года прошло. А потом в сентябре просто так четко и ясно. Нет, потом снится, говорит: "Ну и что?" Говорит: "Щас чистка, вы все в ад попадете". Я думаю: "Какой ад?" Встала, думаю: "Чего за ад?" Недели через, 3 снится. Говорит: "Ну, что ты медлишь? Надо заказывать сеанс у Виктории". А потом я встала, и мне мой муж говорит: "А что ты у Виктории сеанс не закажешь?" А я ему говорю: "Ты же сам сказал". Он говорит: "А я не помню, чтоб я такое говорил". Но он такой сказал: "Что ты медлишь? Что Что ты не закажешь а, сеанс?" это Михаил? Нет, я ж с ним развелась. Ну просто Я с это вот что-то это не услышала. А нового мужа как зовут? Олег. Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу какая-то энергия из сектора магии. Ну, она буквально выглядит в виде такого черного длинного пениса, которая вот там прямо эти шарики в секторе магии, а сюда вот протянулся такой член вот так вот под ногами и с правой стороны. Там стоит вот лилия стоит, слышу, лилия, и постоянно вот голову поворачивает вот так, вот так, вот так вот. Вся замотанная как в усмирительную черную рубашку. Прямо эти полосы видно, вот так вот, знаешь, как закутанный ребенок, вот так его закутывает. Вот так она, и отсюда такой шлейф черный в сектор принятия решений. Ам, Люда, Люба. А бабушку как звали? Люба, бабушка. О, и я вижу там такой портал, прямо как вихрь, так в сектор интерферентов. И вижу девочка, и за бабушкой стоит, считывается Люба, и стоит такой монстр с такими огромными рогами, и это его вот этот член, который он как бы вибрирует вот так, знаешь, это волна. Считывается этот пенис как сила магии. М, И Хорошо. вижу, что внутри вот этот стержень у лилии черный, буквально где горло, прямо вот это вижу внутри эти косточки, Мгм. как это глотка сделана, знаешь, Мгм. и Мгм. как такой там черный, как вихрь, так а, ну просто как этот ураган, да. Мгм. Такой, Так, хорошо. Отсоединись пока что от этого всего. да. На счет 3 найди эфирное тело Лили. Лиля. 1, 2, 3. Сейчас, когда ты это сказала, мне пришло, ты меня уже находила, и сейчас я вижу такая идет женская фигура навстречу мне, такая сияющая, а спереди
как помехи такие. И она подошла к такому квадрату, черному, и говорит, М, я тебя ждала. мгм, И почему-то взяла вот эти, не ее сияющие руки, она очень сияющая за этим всем. Такая прям сияет, руки сияют. Вот куда ни мгм, посмотрю, она вся сияет. мгм, А, И крылья такие огромные, сияющие крылья. А перед ней вот это такое, как помехи. а, Это ее считывается как двойственная сущность. Вот. И эти же программы, как будто бы ее руки, которые на этот квадрат, это как дверь такая, не квадрат, а прямоугольник, как мгм, руки и ноги по углам, вот так вот, буквально пригвоздила. И мгм, с центра этой двери такой вихрь идет в сердце, и там идет информация, она меня одолела. мгм. Так, а, считай. Эфирная ДНК Лили. Лиля ли это? Да, это она. Оля, ты здесь? Алло? Оля, я не слышу. Так, Оля, ты здесь? видите. Да, я здесь. Так, давай, меня выкинуло на разрешение. Дала ли Я не Лиля слышала. разрешение? Я не слышала этого вообще ничего. Мгм. Хорошо, тогда спроси у Лили разрешения потрудиться с ней для нее. А, Это темная штука, которая как, Дверь, ну вот это перед дверью такая, оно помехи. вот какое-то, как мазками вот такими. Хотела сказать, вот в горле вот так вот подошло. Хотела сказать нет, и показывает эта черная рука. Это программа, это не ее рука, это ее двойник. Это Мгм. тень, контракт. А, Но она сказала: "Брысь!" Так вот, это М, сияющая ее часть. мгм. Так, И, даёт ли да, разрешение дает, Лили, да? дает, говорит: Мгм. "Да", и от нее такое эхо идет. У нее силища такая. И, Мгм. и головой, махнула, то есть да, она дает разрешение. Говорит: "Я даю разрешение". И опять говорит: "Я тебя ждала". Мгм. Хорошо. Что самое больше мешает? С чего лучше начать? Ну, я вот вижу, считывается сектор предательства себя. Это вот это, где бабушка Люба, вызывание духов. Мгм. Так, И там что есть там? контракт, родовой контракт, передача силы духа этого демона. То есть бабушка Мгм. передала а, внучке Мгм. этого, Так. вот этот пенис, это как раз и есть тот дух, который перешел по наследству. То есть она его приняла через Мгм. вызывание духа. И вот я вижу эту ситуацию. Они с бабушкой как бы заглядывают внутрь этого открытого портала. И в этот момент я вижу, как рука, м, вырвалась черная рука из этого открытого черного портала и хватит вот так за шею Мгм. Так, и хорошо. пригвоздила ее, считывается.
в матричном пространстве иллюзий, духов. Мгм. Пригвоздила ее буквально, я вижу, считывается смертный ритуал. Странно. Она как будто бы лежит в пятиконечной звезде Мгм. в Так. секторе интерферента. Что в этот момент происходит на физическом плане, когда этот ритуал происходит? Сейчас я посмотрю, подожди. Сейчас, сейчас я не так быстро. Сейчас Мгм. она вот она говорит, я вижу, как эта рука в этом ритуале вот так вот пальцами берет и подвигает тарелочку. М. То есть это дух. Мгм. Это вот этот буквально демон с рогами, который вот стоит в секторе магии, это его пенис с такими пальцами. И Мгм. вот он подвигает эту тарелочку, делает подсказки. И я вижу, это энергия сияющая, которая вот так дрожит, смеется, вибрирует и говорит: бабушка, ты сама. Мгм. И это считывается, то есть вот это как половинчастость отказа я слышу. То есть 50 на 50. И она бы, этот дух бы ее уничтожил, если бы не было вот этого сарказма. Я слышу, считывается как энергия сарказма ее. То есть это как бы защитная функция ее подсознания, оберегла ее от полного уничтожения. Мгм. Так, и И вернись к вот этому. И вот я вижу в этот момент, когда это произошло, то ее душу хватает этот демон, и вот в секторе интерферентов, а, в этом эгрегоре, как в сосуде, прибивает к этой звезде, как бы на полу, и он смотрит вверх. Так. И на что он смотрит вверх? Вот куда-то он смотрит, а на него тоже кто-то смотрит. Считывается Вика. Какая Вика? Я? Так. И что это за ситуация? Ну, Когда я ты на него вижу. смотришь, это что происходит на физическом плане у тебя, когда ты смотришь на этого духа? Я вижу, что-что? Тот момент, когда ты смотришь на этого духа, что у Э, тебя происходит на Где я? физическом плане? Да, в этот момент. Ну, я не вижу на физическом плане. Я вижу это энергетически, и я вижу, как идет такое сплетение. М. Считывается общее пространство духа, родовая связь. Так, что это значит? Как ты связана с этой ситуацией, с Лилией, с этим духом? Считывается корневая система, Что это значит? общий предок. Мгм. Спроси у себя там, почему ты смотришь на этого духа в той ситуации. Я отвечаю, что вот этот дух хочет утянуть в мой род. И я говорю Оксану, Мгм. То есть Мону. это тот же, кто утянул Оксану. Это Да, одна тот и та же же дух. структура. Да, да. Мгм. Так, вернись к контракту, который образовался в этот момент у Лили с этим духом. Сейчас. Там идет 50%, она доверяет себе, 50% бабушке. То есть все-таки у нее было сомнение не до конца. А, И сейчас я поговорю с, с ней на уровне души. Э, Мгм. Она говорит,
она, э, Лиля говорит, что ее бабушка, что она, Лиля, поддалась взгляду бабушки Любы, поддалась Мгм. взгляду Любы, говорит, моей бабушки. То есть бабушка, буквально этот дух через бабушку ее загипнотизировал. Мгм. Увел Так. в сторону, и сейчас идет именно вот этот наш разговор перед сеансом. То есть это вот я это как бы интуитивно считываю, да, и именно вот это она первыми сказала, да, что вот эта ненависть к оккупантам, Мгм. и мы говорили об этом, ну, о коллаборации с врагом. И именно враг всегда применяет пси-технологии, магию по отношению к своим жертвам. И вот в этот момент это же и произошло. И она говорит, что возьму часть на себя. Часть чего? А, вот этого духа, вот этого она буквально как будто бы отрезала этот пенис черный, то есть эту считывается вибрирующая магическая структура, вот, и положила ее вот так с правой стороны, там, где я ее видела в начале, как только Так. погрузилась. Почему она решила взять часть этого духа на себя? Она говорит, мой род не выдержит. На Мгм. подсознательном уровне она видит, что ее род, э, то есть из любви к роду, из любви к семейной системе. Мгм. Так, хорошо, отсоединись от этого всего. Да, и в этот момент сразу же завязывается, а, это считывается как уголовное преступление по отношению к ее душе, с одной Так. стороны, И тогда образуется этот контракт да, предательства себе. да, а с другой стороны тут же завязывается вот эта родовая, считывается смесь родов. То есть рода, которые как бы разошлись с одного корня. И я буквально это вижу, род, который Ой, я слышу Арарат, и я вижу, как спускаются, как стоит там Ноев ковчег, и спускаются семья, мгм. Что люди это за идут. семья? Не, это немного людей. 8 Так. человек. Почему ты их увидела? Как они связаны с Лилией? Я слышу корневая система наших родов. Мгм. Так, хорошо. Отсоединись от этого всего. Да. Вернись к контракту Лили на предательство себя, который образовался во время тех вызываний духов с бабушкой. Еще раз куда-то я улетела. Вернись к контракту Да, Лили, который у нее образовался на предательство да. себя во время ритуалов этих вызываний духов с бабушкой Любой. Она говорит, что она возьмет часть на себя и говорит, потому что у нее есть родовая связь и говорит с Викторией, со мной. А, Говорит, что мы вместе. То есть идет как бы с одной стороны вот это считывается криминальное преступление, нарушение границы, то есть абьюз такой наглый со стороны магии этого духа, со стороны бабушки. С другой стороны, сразу же идет вот этот, как завязывается эта миссия, как мы говорим, да? То есть это миссия души освободиться, получить этот опыт. Мгм. Хорошо. Вот И сразу найди этот, поддержка. Вот в этот же момент со мной связывается эта поддержка. мгм. Найди этот контракт, А, проявляем и- его полностью. Тут же сразу прописано в нашей родовой системе спасение, это миссия спасение
Оксаны, Моны. Так, хорошо. А, Вернись пока что к контракту, который Лиля Да, подписала во время вызывания духов. Проявляем его полностью, и всем сторонам этого контракта я приказываю проявиться и стать по старшинству. в секторе магии бабушкин дух. Дух презрения к себе, вот этот с рогами, с этим пенисом. Его ноги срастаются с духом в секторе интерферентов и с этим открытым порталом, в котором находится внутри как бы распятая в этой пятиконечной звезде Мгм. А ее что это за душа. конструкция? Что это за пятиконечная звезда? Что это такое? Это считывается как вот так вот шух, перевернутый символ счастья. То есть пятиконечная звезда изначально символизировала а, ум, действие, вот ум, руководство, действия и ноги. То есть руки действия, разные стороны. Правая рука – это как выбор правильного, левая рука символизирует, она, я вижу, у нее свечение другое, здесь живое свечение такое, а здесь как будто сотворяется, считывается как гипнотическое влияние, левая рука, то есть абьюз, то есть левая сторона отвечает как бы за завязывание тяжелой энергетической матрицы чужого, постоянно идет чужого воздействия, то есть связь с потусторонними духами, с закрытым пространством. То есть Мгм. человек как в куполе, сияющий, и вибрационно он неуязвим до тех пор, пока не соприкасается с насилием, с магией, с манипуляцией. И точно Мгм. так же левая нога, у нее такие вот левая нога так и в этот момент я вижу, как прорастают такие, как тяжи вниз, в нижнее пространство, связь, опять же, с потусторонним миром, с миром духов. Мгм. Тяжелые эти энергии. Так. А то, что Лиля вот говорила, что у нее как раз по левой стороне все вот эти проблемы на физическом плане с всеми органами, частями тела, это вот как-то связано вот Да, оно считывается как частичная уязвимость. Мгм. Частичная. Так, хорошо. Вернись к контракту Да. и всем сторонам приказываю проявиться и стать по старшинству. Всех ли мы там проявили, увидели? Нет, проявляется вот еще с правой стороны сущность какая-то с большими глазами. Сейчас я рассмотрю, кто это. Мгм. На свет ее проявляем, приказываю проявиться ему согласно его эфирному ДНК. Он выглядит как какой-то эльф, какой-то лысый, большие глаза, уши большие, лапы такие большие, руки тонкие, с большими руками, кисти рук большие. А, Мгм. Кто он такой? Подключка у него из сердца как бы черная. Он говорит как робот. Нижнепространственное существо. А, Кто он такой? Приказываем отвечать. Он говорит карбункул. Имеет отношение к какому-то как зародыш.
Так, зародыш чего? Он говорит, что он рождает сумрачное пространство, тень. Так. Он говорит, что он прячет себя. Он демоническая сущность. И вот эти очки, которые они считываются любы. То есть любыны очки, те же энергии, как линзы на глазах. Это М, его рук творение. так. Что он делает в пространстве Лили? Он показывает, что он именно прибивает этими гвоздями к этому Звезды. символу звезды, но она перевернута. То есть получается вот так вот. Это перевертыш такой. Мгм. Внизу свечение, а сверху как магия. То есть вот эта энергия, человеческая сущность, все естество. То есть это символ счастья, полноты и гармонии, который показывает все гармоничное взаимодействие всех аспектов человеческой сущности. То есть его ментальность, его духовность, его физическое тело и внутреннюю связь. И я вижу, как энергетическими такими волнами, как корни, все это сходится, сводится вот внутрь человека. То есть это все связано вот так вот, в сердце именно идет. Вот, и вот этот изначальный символ звезды. И темные этот символ как бы сделали перевертыш, и вот это считывается химическая реакция эмоций. Хорошо. Какую эмоцию а, во время этого ритуала испытала Мгм. Лили. Лилия? Вот она, страх, страх смерти. Она посмотрела в этот открытый, то есть ее душа посмотрела в этот открытый портал во время вызывания этого духа, и она как бы застыла от ужаса, и вот эти зрачки вот так расширились, и образовался отпечаток, я слышу, отпечаток. Наша психика так работает, она как бы слайдами такими, раз, 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 я вижу, как она происходит, и то есть отложился такой отпечаток, и там же эмоция как бы замерзла, и в этот же момент я вижу ее левая рука, то есть не ее божественная золотая тень, а ее вот эта темная тень, М, и в левой руке образуется такой гипнотический шар, а левая нога вот так превращается в такую, как лапу, как у этого же, этой сущности. И вот м, так вот тяжами такими связывается с антимиром. мгм. Так, вернись к контракту. Да. Все ли стороны проявлены? Но нужно еще проявить хозяина этой сущности. Так. Приказываю хозяину этой сущности проявиться в его пространстве. Я Кто услышала хозяин? стук, как будто бы, знаешь, как говорят, постучали Снизу. снизу. И вот там такое пространство, и так тук-тук. а, Мгм. Ну, И там пусть и находится. Просто считай, кто хозяин. я слышу сатана, и вижу, что у него в сердце, то есть противник идет. Ну, сатана означает противник. И у него в сердце такая пятиконечная звезда. Мгм. А в этой пятиконечной звезде распятое тело а, Лилии и ее бабушки, и ее рода. Мгм. А когда эта звезда Считывается появилась? династия богов, творцов. Когда звезда появилась в его сердце? Что произошло на физическом плане?
Но мы не будем его рассматривать. Мы его рассматривать не будем. Ну, зачем я буду смотреть, когда у него Хорошо, что-то хорошо. появилось? Это его дело. Отсоединись. Отсоединись от всех и от всего. Да, Вернись к контракту да. и посмотри, на что согласилась по этому контракту Лиля. Взять половину испытаний от всего рода. Да. Что она получила по этому контракту? Я слышу мужа дьявола, его, по-моему, Михаил зовут. Мгм. Да? Идет. Да, да. Мгм. Имя слышу прямо в этой энергии. Считывается мужа дьявола. Мгм. А, Считывается а, также по этому контракту сразу же идет сияющая ниточка. Считывается регресс с Виктории Мгм. ко мне в сердце. Прямо вот такая, как сияющая ниточка идет с этой темной Мгм. части. Освобождение Оксаны, Моны. Мгм. Так, хорошо. Что потеряла Лиля по этому контракту? Она говорит себя и показывает эту девочку, которая там распята. И говорит, они Мгм. убили меня, они меня распяли. И М. она показывает, как они сделали эфирную операцию. Они ей разрезали живот напополам и понатыкивали, я слышу, сейчас я посмотрю, считывается, понатыкивали в ее в родовую систему, в родовую чакру, в три родовые чакры, понатыкивали каких-то имплантов. То есть это Так. мы так говорим, нужно понимать, понатыкивали, это все образовалось постепенно со временем, но оно так идет, понатыкивали, потому что это было изначально вмешательство. То есть это была Мгм. агрессия, а никто не М. несет ответственность за агрессию, поэтому она имеет право, как и каждый живущий на Земле, на исцеление, вот так вот сделали эфирную операцию, потом еще эфирная операция, вынули сердце. Я вижу, как открывается такой портал, как рура такая, и оттуда выходит такой как бублик, такой энергетический, как буквально как бубличек такой, считывается как код души. Вот. Потом получила по этому контракту а, вот этого эфирного двойника, эту тень, которая М. как будто бы сущность работает в ней, как отдельная сущность этого внутреннего вампира. Ну, люди пусть не ужасаются, это абсолютно у каждого происходит. То есть М. мы состоим из, пока мы несовершенные, то у нас присутствует, у каждого из нас присутствует эта теневая часть и золотая наша часть. Мгм. Вот, она это получила, потом считывается испытание связей, и вижу, как такие нити ее, как ножи магические, вот так вот вращаются и разрезают ее, как бы отрезают ее ноги по родовым путям, считывается ненависть. Ее вот эта внутренняя ненависть к Мгм. этим агрессорам проявляется ее ненавистью к как бы в искаженном виде, потому что переносится не только на оккупантов, да, а на всех русских. А Мгм. должно быть по справедливости, да, то есть это проявление фашизма, скажем так. Если бы у меня был фашизм,
внутри, то я бы не работала с россиянами. Я бы их отрезала и живите как хотите, да? Но я понимаю, что среди россиян есть адекватные люди, не все фашисты, да? Вот это искажение она взяла на себя. То есть это результат искажения. Мгм. Так, посмотри, все ли условия контракта мы увидели. Ну, если другими словами, то она буквально как будто бы вот так в охапку взяла. а, вот эти все события, вот это все, оно вот так вот, э, как это все, что в ее жизни происходило, Мгм. это все она как бы согласилась на это. а, Как бы Видит она ли взяла, да. Лиля сейчас, когда, в какой момент и на что она согласилась, что она потеряла, что она получила по этому контракту? Она говорит: "Я потеряла себя". Мгм. Но меня вот Передай это ей. волнует, что это такое? То есть я такого еще раньше в такой, ну, так сильно не видела. Буквально между Лилией и мной такой э, просто многожильный сияющий провод. А вот Мгм. эта дверь с этой матрицей всей, как будто бы между нами. И когда я задала себе Мгм. этот вопрос, то пришел ответ. а, Один род, одни блоки. Мгм. Так. Что И мне хочешь сейчас? пришел даже ответ, когда я не понимала, потому что я эзотерикой никакой никогда не занималась, но мне время от времени буквально звучал голос настолько ясный внутри, что мне нужно спасти род. Я не понимала вообще, как я его могу спасти. У меня никогда таких идей не было, ни в каких эзотерических Так. сектах я не состояла. И сейчас А мне идет, сейчас? что это как раз имеется в виду, что спасти тот род, потому что, как ни странно звучит, но родовыми связями мы связаны абсолютно со всеми людьми на планете Земля, потому что мы один человеческий род. И те Мгм. фашисты, которых мы ненавидим, да, на самом деле они как бы представляют вот эту теневую часть внутри нас самих. И когда мы прорабатываем эту теневую часть в себе, то становится легче и им. Мгм. Так, ты хочешь сейчас что-то делать с этим проводом между вами, матрицей? Ну, этот провод это наш естественный, божественное. Я вот посмотрела вокруг, я вижу, что от меня идет не только к ней, но много таких. Оно считывается вот как будто какая-то фигура, и много душ везде, много-много. Это как цветок жизни, вот это. М. Каждый своими вот этими нитями связан друг с другом, а у нас эта связь считывается внутренний договор родов. Мгм. И опять Договор на же что? иду на спасение рода. И опять же я вижу, как слышу Арарат, и как сходит семья с горы. То есть это библейская история. Мгм. То есть, ну, твоя одна из миссий, да, освободить как раз род Лили. Весь человеческий род. Мгм. Она находится внутри. То есть ее род, э, как меньшее, я слышу, я вижу это все как совокупности родов, которые представляют собой единое целое поле человечества, ноосфера. И сейчас М. она уже как бы сформирована почти-почти. Вся М. уже границы обозначены и считывается как завершающий этап спасения родов. Мгм. Хорошо. Вернись к контракту, Лилиному. Да.
Спроси у Лили, видит ли она, на что она согласилась, в какой момент она это все образовалось у нее, что потеряла, что получила. Да, И передай, если она хочет, то она может зайти в момент перед образованием этого контракта и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как она хочет. она берет, я же тебе говорю, что это так странно, вот этот, и она вот так берет эту дверь темную, эту сущность, да, Мгм. оно же все живое с этой сущностью. М. И вот так вот, как будто вот так одной рукой держится этот провод, а другой вот так вот его стаскивает, и я вижу, что она через меня его протиснулась. И я стала вот здесь, возле нее, а это уходит, и идет информация, что она пришла именно в тот момент, когда я ну, стала абсолютно готова. И Мгм. я вижу этот момент, каким образом? В тот момент, когда я буквально осознала, что в мире ам, есть только как бы вот это творческое, чистое творение и магическое, да. И когда я это все, да, осознала, я стала неуязвимой, и стали неуязвимыми другие наши, а, считываются последователи, то есть те, кто идут по следам. Мгм. Вот я их вижу. Я вижу Евгения, вижу Наталью, а ты еще нет. Тебе еще нужно сбросить себя. Кое-что я тебе передаю. Информацию, чтобы ты стала неуязвимой. Мгм. И вот ты тоже точно так же сбрасываешь себя, как будто бы такая сеть ловца считывается. Вот. Мгм. Так, вернись к Лиле, к этому О, контракту. захлопали в ладоши, радуются там вверху эти души. Да, Посмотри, что с этим контрактом. Расторгла ли его Лиля. сейчас я смотрю, что ну, должна ситуация поменяться. Я Мгм. сразу иду, смотрю, как поменялась ситуация. И я вижу, как она эту тарелочку поднимает и видит эти пальцы этого духа. Мгм. И вижу, как эта девочка вот так встает, а ее вот так трусит все, как будто бы она под током, под таким. И эта девушка выходит, то есть эта девочка, которая была там распята в этой Мгм. звезде, и эта звезда вот так раз и перевернулась сиянием вверх, и такое свечение пошло в этом черном портале, и этот весь портал, который был как жила такая живая, черная, рассыпается вот в такой прах. Мгм. И оттуда вот так пух, как-то мультяшно выскочила Люба. И в сектор магии появилась, и у нее такие импланты на глазах, как огромные очки. А Мгм. Лиля, у нее такая, ну, у нее селища, это какая-то богиня точно. Мгм. А она так вот такими столбами света из глаз. И ее импланты эти очутились в руках у бабушки. И я передаю Мгм. Она Лили, тут чтобы она полностью а, очищается. да, очищалась от всех этих магических ритуалов, и пусть бабушке передает этого духа, и пусть бабушка передает по своим всем поколениям это все туда, откуда Мгм. это пришло, этому вот сатане, который там. И я вижу, как эта Так. звезда, Из она вот так сердца. да, лежала, и она вот так Мгм. вот стала, как, знаешь, как будто, эм, эм, ну, в колодцах
ну, где коммуникации, такие крышки есть. И вот оно как крышка вот так вот встало, и этот темный портал вот так закрывается, и эта крышка, так называемая, это символ этой звезды. Мгм. Он стал как шар сияющий, и эта вся магическая субстанция рассыпалась, а бабушка э, э, Люба, она трепещет, как птичка пойманная, и находится в секторе магии. А, Лилия говорит: бабушка, уйди. Я передаю ей, бабушке этой, а, что Люба сейчас ее отсоединит от себя, от материального мира, но она Мгм. должна, вот я ей передаю всю информацию с нашего канала, как М. освобождаются души, что она может всю эту тень этого духа и просто отправить туда, откуда он пришел, и очиститься, и очистить ее род. Но прежде она, и пусть эти импланты все отдает, а Люба пусть очищается, она не обязана носить программы своих родителей, своих предков, пусть очищается. И я вижу, что от бабушки вот эта магическая, как плеть, она Мгм. считывается, знаешь, как говорят в Украине, нісенітниця, то есть пень на плетень, да? Мгм. То есть, ну, не суразится. Вот эти энергии, вот эта магия, эта иллюзия, это так и есть. Или говорят, натянуть сову на глобус, ну, типа что-то несуразное. И вот эта энергия от бабушки, как бы, которая вот по талии была, рассоединяется, и я вижу, как освобождается Люба, и буквально как бы изрыгивает этого духа. Я ей Мгм. передаю, и вот этот ребеночек возвращается в сердце, и возвращается этот бублик, код души. То есть это, и вдруг произошла такая, как вспышка, такая энергетическая вспышка. Пух! Просто и Люба отрывается, поднимается вверх, а бабушка тянет руки, а я передаю ей, что она может тоже освободиться, пусть выберет самое светлое пространство, где отдыхают души. Она лезет с темного пространства и тащит как ранец на себе. Я ей передаю, что она не обязана тащить на себе программы ее рода. Она может освободиться. Мгм. Она поблагодарила меня, сказала, что я спасительница, говорит, спасительница нашего рода. Мгм. Я ей передаю, чтобы она выбрала, куда она хочет пойти. Она говорит, в Царство Небесное. Я ей передаю, чтобы она пошла туда, где отдыхают свободные души, потому что все решает только ее божественная душа. Я Мгм. вижу, как она читает информацию и освобождается постепенно. Давай зайдем в тот момент, когда она уже полностью освободится. Я посчитаю от 1 до 3, и мы войдем в тот момент, когда бабушка Люба полностью освободится и уже перейдет Она не просто в перейдет, пространство, а Лиля где должна разорвать отдыхают. эту связь от пуповины, вот эту черную. И Мгм. на счет три Лиля пусть выталкивает из себя и закрывает все порталы, а бабушка в Мгм. этот момент на счет три пусть окажется в самых светлых пространствах, а Люба пусть приготовится и внутренней силой станет абсолютно свободная, чистая от негативных родовых программ. И вот звучит от этого пениса. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, и это все произойдет. 1, 2, 3.
Вот вижу, как Люба вытаскивает. Люба, видишь? Это не Люба. Мгм. Это программы энергии Любы в Лилии. Я передаю, Мгм. чтобы Лилия Полностью просканировала проявляла все эти свое. программы чужеродные от Да, и Любы, полностью особенно. отсоединялась от бабушки, от ее духов, а бабушка тоже. Вот, и я вижу, как растворяется этот имплант, и там, М, где пупок, такое колечко. Это Лилия? считывается Люба. Вот, вот этот, Так. м, Что это за энергия? Что это это за ее колечко? энергия, привязка к роду этого вампира. Он зубами вот так вот держится, буквально Мгм. держится, считывается Михаил. Он находится в секторе интерферентов. Мгм. И буквально выглядит, что как будто бы он сидит в позе лотос. А, М, Так. На чем он держится в пространстве Лили? Где вот к зацепка? сердцу я вижу, решила пожениться. И Мгм. я вижу это решение выйти замуж. Он считывается для нее незнакомец. Так. Ну, передай Лиле, что она может зайти в момент перед тем, как она дала это согласие, и изменить свое решение наилучшим для нее образом, как она хочет. Я вижу, как эта программа, этот пенис в ней говорит к этому Михаилу, ты будешь моим мужем. Мгм. Он считывается как психопат. Так, видит ли это Лиля сейчас все? Да, она видит. Тогда она может проявить свою волю и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как она хочет. Я вижу, как она правой ногой затаптывает эти энергии и говорит, я выбираю сама. И Мгм. сейчас я вижу, как эта дверь, которая ее буквально закрывала, я постоянно вот так заглядывала, чтобы ее видеть. Так. Вот, она так уменьшилась и отодвигается вниз. И я вижу, что в сердце, опять же, такое же колечко черное, то есть вот это как бубличек, да? Мгм. Считывается код сатаны Так. А, в сердце прямо. Замещение произошло. Что произошло на физическом плане, когда это замещение произошло? Я слышу, родилась дочь. Мгм. Так. И что там И происходит? в секторе магии я вижу, ам, услышала крик, я слышу момент крещения и вижу, как а, считывается как православный эгрегор, ну, человек-священник, но у него какой-то странный такой дух, он как будто бы полумесяц, вот так вот с него рог такой торчит один, на этом рогу, роге, что-то как колокольчик какой-то э, звенит, баламкается так. Так. И что происходит в момент крещения? Я вижу, что в момент крещения ее сердце буквально вот как бы растягивают, опять же, вот такими этими, как на пятиконечную звезду, но только такие же тяжи, только 4. Вот так вот сюда, как будто бы руки и вот так вот ноги. А держится все на этом черном колечке. Считывается Мгм. крещение. Так. Как это влияет на Лилю? То, что ее так растянули. У нее как бы получилось и в левой руке, ну, в правой, и в левой, и в ногах. Вот эти, она как будто бы на растяжках и держится за этот дух сатаны, за эти черные магические кольца.
Так, видит считывается ли это, сон дьявола, то есть иллюзия дьявола. видит ли Лиля, что там произошло во время крещения? Да, она Передай ей, говорит, что я она дала согласие, изо рта идет такой черный энергетический этот, говорит, я дала согласие на свое распятие. И вижу, как в секторе интерферентов, в этом эгрегоре, то она была на магической звезде распята, а тут уже на кресте этого Мгм. ребенка плачущего распяли, и как будто бы этим крестом вот так бьют. То так, то так. То так, то лицом, а она там распята. То лицом вот так, то как бы спиной. а, вот на этом кресте М, черном. Так, видит ли это Лиля, и что это было ее согласие? Да, она подчинилась родовому коду Люцифера, я слышу, вот эти кольца. Передай ей, что если она хочет, она может зайти в момент перед тем, как она дала свое согласие, и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как она хочет. Я вижу, как эта девочка встает, это душа, и она не принимает это от матери и говорит матери, что если ты хочешь, крестись сама. Говорит, я Мгм. убираю эгрегор смерти. И в этот момент я вижу, как эти все кольца, их тоже 5, между прочим, только один в М, середине. Это получается как звезда, только она наизнанку. Это от мгм, нее все уходит, и этот эгрегор тоже с этим, как полумесяц какой-то, тоже уходит. мгм. Так, проверь, колечко в сердце ушло. Оно превратилось, вот оно так вот дрожит, черное магическое ушло, а осталось такое, как считывается слизняк. Вот так вот дрожит, вибрирует. М, Связь с потусторонним миром, эхо, и в сектор магии тянется. Кто находится в секторе магии? Приказываю проявиться. Я вижу, это тянется прямо, считывается в душу Моны. Я вижу, она лежит а, в регрессивном сеансе, а над ней стоит вот этот тоже с колпаком с этим, считывается гном сознания, Мгм, считывается энергия Люцифера, мгм. Так, это, когда они изгнанника. появились в пространстве Лили, Я что вижу, произошло как на она, физическом плане? я вижу на физике. Мгм, Она как будто бы настраивает экран на компьютере или на телефоне, вот так вот как-то рукой, мгм, говорит, что ищет сестру. мгм. Так, Как-то ищет сестру в младенчестве. так, что это значит? Какую сестру она ищет? Оксану. Мгм. А почему она ищет Оксану? Она говорит, что ей нужно рассказать ее историю. Мгм. А сейчас, Какую кому историю? чего историю сейчас? Мгм. А, Лиля говорит, что Оксана забыла, кто она на самом деле, Мгм. и показывает Оксане, что Оксана ушла в сектор интерферентов как тоже как богиня, Мгм. а, а, как спасительница. То есть она забыла о своей миссии. э, И как бы попала в этот колдовской эгрегор. ам, И она говорит, Лиля говорит, что жизнь Оксаны под угрозой Мгм. Что сейчас, в Лиля данный хочет момент. сделать сейчас для Моны? Она хочет ее, как ребеночка,
забрать. Она проявляет к ней как милосердие, напомнить, кто она, по нашим Так. энергетическим светлым Мгм. путям. Ты можешь помочь Лиле передать всю эту информацию Да, Моне? конечно. Вот. Кто она? Что она А за Лиля дух? активно работает в эфирном пространстве. Она снимает из головы такую звезду, как у Верки Сердючки. Похоже, знаешь, было? А, Что это такое? Лиля говорит символ цельнозора, говорит, что куб сознания. И Мгм. получается такой куб, а, ну, квадрат, такой считывается кааба в секторе и интерферентов. Мгм. Это такой куб, и я вижу там метр такой, который измеряет туда и сюда. Но он такой маленький. А в этом маленьком кубе как бы голова Оксаны в секторе интерферентов. То есть Оксана, получается, сияющая богиня, но спящая, спит там, замороженная, а голова в таком черном кубе. И одновременно она же находится, где Илья, что-то его нету возле нее, как обычно. Почему нету? Считай, где он подевался. Он, считывается, ушел в мир иной, и он Что это находится, значит? я вижу в этом эгрегоре, вот там, где этот куб, Каба, я вижу, что вот там этот эгрегор такой, и его душа как бы примагнитилась, там есть такой портал, там прямо как черная дыра все тащит туда, и такой тоже как свинтер, да, такой как тугое кольцо черное магическое, и он туда прилип, туда примагнитился, как бы спиной и ногами брыкается, руками пытается там вырваться, но ничего не может сделать. Так, А, хорошо. Вернись к Моне. да, Что вы с Лилией хотите сделать для нее? я передаю ей информацию с наших сеансов об освобождении души, о том, что она и член моей семьи, моей родовой системы, и мы ее принимаем такую, какой она есть, вот, Мгм. и передаем информацию о том, чтобы она, если хочет, выбрала жизнь и жизнь своей божественной души. И в этот момент, где она в секторе интерферентов там как замороженная, огромная лежала, у нее начался такой, как будто бы, знаешь, как будто бы застряло в горле вот здесь что-то, и она хочет это выплюнуть. Я ей передаю информацию, что это, я слышу, маска дьявола. То есть она как будто бы под наркозом. М, И я передаю, что если она желает, она просто может это выбросить. Она божественная душа. Пусть она вспомнит о своей золотой части, кто она есть. И пусть убирает то же самое, все эти цепи. А Лиля в это время бросает эту звезду из головы, этот символ цельнозора, и он разбивается вот так в дребезги. И в этот момент этот портал, который там зиял, просто вот так м, сузился и ушел. И ушел этот пенис. мгм. Так, спроси у Лили, все она сделала для Моны, что она хотела? Она говорит, сегодня да. А у себя спроси, все ли ты сделала, что хотела для Моны сегодня? Нет. Что Будет ты все, когда хочешь? я увижу, когда Мона позвонит мне и обратится за помощью, когда мы начнем ей а, ну, М, помогать на уровне сознания, избавиться от этого зомби,
И от этого мне идет переформатирование сознания а, от этих технологий, которые и внедряет этот Илья. Ну да, если она вернет все свои энергии из всех тех структур, Да, куда он использовал ее энергию, то там просто все будет разрушено. он ее просто использует как ну, расходный материал. Ам, Но я вижу, мне идет, что благодаря любви нас всех к ней, к ее божественной части, мы отрицаем ее магию, но любим ее божественную часть. Благодаря этому она как бы держится еще на плаву. Но Илья уже с нашего измерения полностью ушел. Его души тут уже нет. То есть он полностью заменил, то есть он, как говорится, демон во плоти. Произошло полное перевоплощение. То есть его божественная часть, которая поддерживала его жизнь здесь, она ушла, и вместо этого просто вот этот эго его, то есть это его демоническая сущность, полностью завладела им, и таким образом он потерял, я слышу, перспективу к жизни. То есть он Мгм. душу свою уже потерял навсегда. Мгм. Хорошо. Тогда, если вы готовы, то Но хуже всего, соединитесь. да, что я вот вижу, как эта матрица точно такая же, как у нас светлая, и мы связаны светлыми нитями сияющими, точно так же он, уходя вниз на разрушение, и его душа на молекулы ну, разложится, и он тянет все души, которые связаны энергетическими нитями, участием в его ритуалах, тоже их тянет туда. И с одной стороны, это плохо, но с другой стороны, те, кто готов бороться за жизнь своей души, у них тоже появляется вот эта возможность вырваться из сада. Оно так и идет. Мгм. То есть это ад, Хорошо. пламя, которое символизирует вечное уничтожение души, потому что Вселенная, ну, она очень экономична, она не будет держать при жизни то, что не создает жизнь, что создает хаос. Хаос всегда низковибрационный, и он уходит вниз. Все, что Мгм. теряет потенциал к жизни, к расцвету, к прогрессу, то идет на аннигиляцию. Если хотите, то передайте всю эту информацию этим всем душам, которые там утаскиваются этим же цельнозором. В этот момент я вижу, как Лиля снимает вот эти вокруг нее, вот это как такие, знаешь, как будто бы когти, как серп, но их много было, как Мгм. рука такая захватила ее. Я передаю, чтобы она приказывала Илье забирать его же руками всю его магию, все его насилие, а также всем его программам, пусть отправляется все туда, откуда это все пришло. А Лиля чистая божественная душа, и Мгм. вот я вижу, как она буквально считывается, наполняется, и ее энергосфера, вот она была перерезана по талии, и Мгм. сейчас ее энергосфера, вот это все, эти когти убираются, становится такой, как шар, но э, за пределами этого шара как башмаки такие, то есть ее ноги находятся в пространстве, считывается магии. То есть она еще имеет Мгм. какой-то привязки. Так. Посмотри, что это за привязки, кто И, хозяин этих привязок, приказывай какой-то проявиться. Виктор проявляется. Витя, швец. Витя. Да, он находится как будто в секторе интерферентов с этой стороны. Мгм. Вот, считывается первый колдун, Что это значит? приглашенный в дом. М. Он тоже имеет этого духа отшельника, то есть силу дьявола.
Мгм. Вот. Так, когда эти башмаки впервые появились в пространстве Лили, что произошло на физическом плане? Я вижу, что, считывается, она пригласила его в дом. Я вижу, как она свои сияющие, башмачки за дверь. Вот эта дверь, которая перед ней, да? Черное это. Да, что символизирует как бы зайти в потусторонний мир, да, там, где уже смерть, магия. И она, я вижу, за свою дверь, как бы в квартире, в доме, э, за дверь выставляет, а вместо этого вот такое огромное чучело, оно считывается, такой дух, который, ну, да, нагнулся вот так, чудище такое заходит и одевает ей эти а, башмаки и туго-туго перевязывает. И я Так, и вижу, как влияют эти башмаки на Лилю? а, я слышу вальгус и вижу какая-то, где левая нога, у нее такой, а, как шарик такой на косточке большого пальца, и от него такая, как жила. ам, э, под- Прям тяж считывается, тяж тянет ее вот сюда, а палец, от пальца этот меридиан тоже захвачен и тянется в сектор интерферента, то есть магии в левую сторону, а это в правую в сектор интерферентов. Получается вот так вот. Ам, Мгм. Этому Вите приказы отвечать, что он делает в пространстве Лили. Он говорит, что он ее гипнотизирует, и он пришел, и у него такие в глазах такие импланты, как как этот тяж гипнотический. И он, когда в дом зашел, он так вот чух, чух, вспышки такие, вспышки вот такие, вот, то есть Так, делает как кадры. так. Для чего он гипнотизирует Лилю? Он говорит, она мне нужна. Для чего? Он говорит, что она донор. Мгм. Так. Что это значит? Как он А, с нее Он, получает и что? он показывает, как подключка от него происходит вот по энергетическому стволу сзади, где Мгм. копчик и такая ниточка энергетическая. И там этот дух сидит и как на прялке придет и делает ниточки. И вот эта уже сияющая энергия потом уходит с этой прялки вниз, но она какая-то уже такая размотанная, как будто бы ее порвали. И уже не нитью, а таким каким-то, ну, как бы, как шерстяная нитка такая пушистая, да? Вот это какая-то энергия без силы уже переходит в нижний портал. Там какое-то устройство черное, Так, считывается что это? демонический реактор, и Что там это уже такое? ее, эта энергия переделывается в другую, и она вот так идет уже как волна. Так как кучери такие, но уже такая толстая, а, и считывается динамика рода. То есть вот эти М, углы, повороты, то есть это как, я слышу, укрепление родовых кодов бытия. И в этих нитях я вижу опять эту ситуацию, а, как выходят люди. А может, в этой ситуации а, она кто-то из этих людей, которые спускаются из горы. Посмотри, есть ли там Лиля среди этих людей. Она просто идет корни. Мгм. Так, хорошо. Видит ли Лиля этого Витю в своем пространстве?
что Да. она от него получила, что она является донором, как он использует ее энергию. Тогда она может, если хочет, приказать этому Вите забирать все его эти импланты, подключки, все его воздействия и применять к нему же это все. И приказать вернуть ему всю ее живую, чистую, светлую энергию в соответствии с ее эфирным эталонным ДНК. Пока ты говорила, то она уже свои эти туфельки забрала из-за порога, обтрусила черную пыль, отдала эти черные туфли, одела и вот так как бы в себя втянулась, переродилась. Вот так. Эта дверь черная ушла, и я вижу, как рассыпалась вот эта дверь перед ней, и вот этот черный круг вот так вот ушел, считывается уголек. Сейчас я посмотрю, передаю Лилии, чтобы она убрала все крючки и зацепки. Вот. И она говорит, меня мать, то есть когда вот этот уголек, Мгм. который прозвучал, я вижу, и оттуда идет информация от нее, что ее мать родила, говорит, в младенчестве оставила бабушке. Мгм. Так. И что при этом почувствовала Лиля, когда мама так сделала? Ам, Эту ситуацию закрывает ситуация. Я вижу, как будто бы ее отец на коленях стоит, в зубах что-то держит, а в руке топор. Почему-то на Мгм. коленях стоит. Ам, И у него из копчика как будто бы поднимается вот так попа у него вверх, такая черная энергия, как тянет его вверх, и такой, как спираль, такая черная энергия в сектор магии тянется. Мгм. Ну, Говорит, что Лиля. она, а, да, а мама как будто бы на полу лежит, распластавшись. Я слышу испуг. Мгм. Так. Что в этот момент чувствует Лиля, когда она это все видит? Это у нее запечатлилось вот так вот. Куда она не посмотрит, это как блок такой. Вот она Мгм. вот так вот, а эта ситуация вот так, такой картинкой. Там, там, там. То есть этот испуг ам, за жизнь мамы, за свою жизнь вообще это. Я вижу, как Мгм. мамы душа в этот момент просто как бы выходит из нее, потому что мама сильно испугалась. Вот. А она вслед за ней тянется рукой и туда вниз, где мама в еще хужем распятии. Мгм. Так. Как будто бы колючая такая конструкция, которой шар такой внутри, который катится вот так вот как-то катится, и мамы душа, он вот перекачивается, и ее там крутит и колет одновременно. Мгм. И она туда Да. как бы проникает вслед за матерью спасти маму. Мгм. Ам, Нынешним своим Принять сознанием, решение, она принимает решение уйти вслед за мамой, и в этот же момент звучит выбрать себе такого же динозавра, как и отец. То есть так, динозавр это, ну, как бы видит ли Лиля, что там произошло в этой ситуации, какой выбор она сделала? Да, я вижу, Когда что она она своим. выхватывает. Давай посмотрим, что она делает. Она Мгм. выхватывает этот топор у отца и рубит. Что рубит? Она рубит вот эту конструкцию, этот шар, который катится, и говорит: Мгм. "Отдай маму". Так. Вот, я передаю
ей, что она может эту ситуацию изменить. И я Мгм. вижу, как она сидит и маме показывает, как бы пророчествует. Они как бы на кухне сидят, и она пророчествует и показывает маме в своем пространстве, чем это закончится. Мгм. А, И говорит маме: молчи, не груби. Мгм. И как тогда меняется ситуация-то с отцом? Ну, я вижу, как этот топор буквально отпадает с его руки. Эта ситуация просто разваливается. И мама выходит с этой ситуации, и вот эти блоки, вот эти вот картинки все падают, Отпечатки. исчезают, да, эти отпечатки. Мгм. Хорошо. Так. Посмотри, полностью ли расторгла Лиля контракт, тут предательство себя. Я вижу, она его разорвала. Мгм. Та черная рука, которая держала ее за шею, ушла с ее пространства. Да, я передаю Лили, чтобы она вернула всю ее энергию со всех тех мест, где она теряла. Мгм. Те импланты в 3 чакрах, которые были, ушли ли с пространства Лили? Ам, Я вижу, что рана есть, она как бы еще не зажила. И я передаю Лили, чтобы она восстановила целостность. Вот я вижу, как нитки как будто бы зашиваются. И чтобы М. она убрала эти все прослушки, она, божественная душа, пусть наполняется собственными энергиями и вибрациями свободной божественной души, и она неприкасаема, и Мгм. по конам Вселенной, по конам резонанса, она священная душа и соединяется с божественными энергиями божественной Вселенной. А это все пусть закрывает все порталы, выталкивает из себя все эти чипы, импланты, подключки. Их много так. Вот. И я Мгм. вижу, что они начинают отпадать. Передаю, чтобы она это все выталкивала со всех ее энергетических центров, с каждой м, клеточки ее физического тела, с каждого ее сознания, подсознания, со всех этих мест и возвратила всю ее энергию. Вот она сияющая вот идет, но пусть она просканирует ее и вернет себе только то, что принадлежит ей, и оставит только опыт, знание, иммунитет, Мгм. а все нечистое Да, пусть отменить все свои отправляет туда. гадания, Да. амулеты, ритуалы, все эти чистки, все, что она там, Но нумерология, пока все таро, это не все это. проявляется. То есть посвящения эти как бы ушли, то пока ничего еще не проявляется. Так, хорошо. Посмотри, вот это колечко было в сердце, в пупке. Ушло ли это все? Да, этого нету. В горле, в гортани стержень был, вихрь. Как изменилась сейчас ситуация? Вот она буквально держит, я вижу рукой, я ей передаю, вытаскивает, чтобы она полностью и выталкивала эту насильственную это действие насильственное, она не несет ответственности за решение других людей и за нападение других людей и сущностей. Пусть приказывает всем, кто на нее оказывал давление, манипуляцию, магию, пусть убирает прочь. Мгм. Что Все, закрыла происходит? портал. Я передаю, что она стерла информацию об этом со всех информационных полей и вернула всю потерянную энергию. И я М. вижу, как энергия возвращается там, где крылья, и она взмахивает, поднимается еще выше, считывается 9-й этаж сознания. Мгм. Посмотри, то, что спереди были вот эти помехи, двойственная сущность. Ушла ли она Да, полностью с его нету, пространства? да, его нету. Так, хорошо. Тогда давай по аспектам. Да.
Пройдемся. Та ситуация, найди ситуацию в садике, когда телевидение с пластилина они лепили Да, фигурки. досчитывается, Пусть, отказалась от себя, мгм, от м, творческого начала. пусть Лиля зайдет в этот момент и изменит всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как она хочет. Я вижу, как она отбирает, забирает эту фигурку и рассказывает все, всю историю, говорит о бабушке. А, То, что она утаила, все она, это то, что ей, а, вот эти программы как сработали, почему она не смогла рассказать, потому что ее фантазия была заблокирована этими энергиями от бабушки. И она это выносит на, как бы на суд человеческий, я слышу. То есть она это, наоборот, все раскрывает на телевидении, это все она рассказывает, показывает, все это и показывает наш сеанс. Мгм. Вот. И Так. говорит, об этом должны узнать все. Мгм. И говорит, я расскажу всем о Виктории. Мгм. Интересно. Хорошо. Отсоединись от этого. То есть это было блокировкой, Мгм. по подсознательным дополнительным контрактам. Мгм. Хорошо. Отсоединись от этого. Да, Найди ситуацию там, где мама в вазочке дает ей еду, и Лиля эту отталкивает, и вазочка разбивается, и мама ее там наказывает. я вижу, но я вижу, что в этой вазочке какая-то черная энергия. Мгм. Что То это за есть энергия? оно считывается как защитная реакция, какая-то магия. Я вижу, Мгм. что когда мама готовила, она попробовала, и как будто бы э, считывается это как мыслеформа в виде такой змеючки. То есть то, что она Мгм. сделала, это ее защитная реакция, она защитила себя. Так, Э, видит ли сейчас Лиля, да, как на самом деле выглядит вся эта ситуация? да. И она может зайти тоже в эту ситуацию и изменить ее наилучшим для нее образом, как она хочет. Я вижу, как она берет, эта вазочка такая интересная, как будто бы такой фужерчик, как тарелочка на ножке, и показывает, подходит к маме и показывает там эти два черных глаза и говорит, маме показывает, говорит, ты меня загипнотизировала или хочешь загипнотизировать. Мгм. И говорит, ударь меня, если хочешь, и ну, попу подставляет. А мама садится на стул и плачет, то есть раскаивается. То есть изменяется эта ситуация. Я вижу, как они примирились, как они бросились друг к другу. И Лиля говорит, мамочка, я люблю тебя. А мама говорит, дочь, я люблю тебя. И подсаживает ее в сектор первотворца. И она такая радуется, такая смотрит на меня, чтобы мы видели, и как это блокировка ее будущего, потому что вот к этой дверце как бы все заблокировано и связь с интерферентами. И это все рассыпается, и она тоже так ногой эту дверцу открывает как бы снутри, ну, снаружи, внутрь, потому что мы в внутреннем этом пространстве и отправляет туда, откуда это пришло. И Мгм. меняется ситуация, она садится и спокойно кушает. Хорошо. Отсоединись от этого Да, всего. Теперь найди ту ситуацию, когда Лиля была в лагере и весь день прождала маму. я вижу, что она буквально вот так вот
пальчики загибает, считает Мгм. минуты. Что она там А чувствует? я вижу, образуется вот этот, она пальчики считает, но ей их не хватает. И это ее пальчик, это темнее серый, этот уже почти черный, это сильный черный, а потом вот это уже магия, то есть заколдовывается ее воображение, образуется вот этот, как Тор, этот бублик демонический, М, который буквально удерживается на ее энергиях ожидания. так. Что это за бублик? Это дьявольский, это кот Люцифера, ну, это так по-народному, да, а это армирующая основа а, демонического влияния. То есть Ой, как этот образуется как код ожидания, но ожидает она не по правильному пути, не по светлому пути, а по магическому. Я вижу, что ожидание должно быть светлым и как бы рисовать те картины прекрасного ожидания, жить в этих эмоциях э, встречи, скажем так. А у нее наоборот это подавленность. То есть это по М, магическому пути. так. А почему у нее при этом воспоминании всегда такая реакция резко, сразу слезы, плакать? Потому что там потеряна ее энергия и завязан ее творческий потенциал, то есть там она увязла, я слышу буквально увязла, ее захватила эта энергия, и на этом вот как раз и держится невозможность проецировать свое будущее, то есть буквально зайти и взять то, что уже приготовлено. Мгм. Видит ли сейчас Лиля, что там произошло в этот момент, что образовалось, как это на нее Да, влияет она всю жизнь? видит. Тогда, если она хочет, она может зайти в тот момент и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как она хочет. Я вижу, как буквально эта образная черная рука, вот так раскручиваются эти ее образные пальцы, и она забирает свою энергию оттуда, а на конце такой шарик, который сияет, считывается ожидание будущего. То есть это способность видеть будущее. Мгм. Ну, Хорошо. естественный Так. механизм, да, то есть зайти в будущее и там, ну, то есть внимание удерживать на той радости встречи, например, в этом конкретном случае. Хорошо. Отсоединись от этого всего. Да, Найди ситуацию там, где мама приходит домой к Лиле и избивает Софию. да, я вижу. Что там происходит на эфирном плане в этот момент? А, ну, вот этот демон мамы буквально как будто бы ногами пинает ребенка, а ребенок как будто бы вот в позе собачки пытается скрыться, убежать. Мгм. Почему там Лилю парализовала в этой ситуации? Почему она не защищала Софию? Что? Ну, Лиля говорила, что ее как будто парализовала, что она не вмешивалась в эту ситуацию, что она позволила маме избивать Софию. Что там с ней происходит, с Лилией в этой ситуации? Я ее вижу, что эта энергия ее просто как пинает. Вот это и происходит. Мгм. Э, Так. Видит ли Лиля сейчас все, что там происходит в этой ситуации? да, Тогда она может зайти в этот момент и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как она хочет.
Я вижу, что она буквально дверь эту, как будто бы такой дверью сияющей из сеточки закрывает и так вот заколачивает. Мгм. А София — это ее сестра? Дочка старшая. А, Она как какой-то черный котенок, энергия в этой Софии. Мгм. Ну, Лиля хотела защитить ее в тот момент. Если она хочет, то она может это все сделать. Ну вот я вижу, что она заколачивает. То есть вот эта дверь, опять же, такая дверь, да, которая фактически эти же программы все через маму пришли в нее. И Лилия заколачивает эту дверь, такой сияющей, считывается божественной матрицей сочувствия. И эта М, программа в Софии, это как котенок да. черный. То есть там какая-то игра произошла. Лилия как собачка, София как черная кошка, а мама это вообще как демон какой-то. Мгм. Как меняется ситуация после того, как Лиля эту всю дверь заколотила? Вот отделилась эта программа черной кошки, этой собачки, и каждый сам ну, стал, считывается собой, своим. Мгм. Хорошо. Отсоединись от этого. Да. Лиля также хотела отменить свое решение делать аборты, родить всех своих детей заново, уже чистыми, живыми, светлыми. Слышу просто крик, но вот эта ситуация по отношению к ней в секторе магии, и там такое все черное, ничего не видно пока. Сейчас я зайду с другой стороны. Мгм. Считывается это черное пятно, связь с антимиром, презрение к жизни. Мгм. Слышу а, 5-6 было абортов. 3. А, Сначала перед, старшим сыном Дмитрием и 2 после младшей Марии. Значит, 5 беременностей, значит. Мгм. Как-то идет разделение. Лиля говорит 6 беременностей. Ну, вот оно ж идет мне 6, я вижу. Ну да. Мгм. 2. Почему-то идет там, где дети, там 2. Идет разделение такое 2. И они черные, и такие, как будто бы пригвоздили их. Считываются живые дети, а эти остальные а, считывается внутриутробное гниение, парадокс передачи информации. Сейчас я призываю эти души, сколько их. Еще раз скажи, один перед старшим сыном, то есть первый был Да. аборт, первая беременность, да? Нет, подожди, что-то не так. Первый Михаил родился? Мгм. Нет, нет, я сейчас у Лили спрашиваю. Она может сказать, Вика? Да, пусть тихо только. Только тихонечко, Лиля. Первая София, потом аборт, потом Дмитрий, потом Мария, потом 2 аборта. Ой, Михаил не так. То есть 3 аборта, 6 беременностей. Мгм. А детей сколько? 3? 3, да. Так, 2 я вижу. Кто эти 2? Сейчас я посмотрю.
считывается парадокс передачи информации, а здесь узел, то есть родовой узел, где все дети, все 6, ам, 3 души находятся в секторе интерферентов. И считывается парадокс передачи информации. Так, что это за парадокс? А, Я слышу, что двое детей получили травму небытия. Что это значит? Что это такое? Травма небытия? Были уничтожены. Мгм. А Это те, которые... третий ребенок получил диффузную информацию по родовым стволам. Так, это те, которые были абортированы? Да, Ну, Лиля, ну, как бы, хочет родить этих детей. Есть у нее такая возможность? да, конечно. Я Мгм. ее спрашиваю сейчас, зачем она а, э, ну, сделала эти аборты из-за Мгм. страха, говорит. Мгм. Так. Но она может теперь изменить свое решение и зайти в те моменты перед тем, как она решила сделать аборт, и изменить все эти ситуации наилучшим для нее и для детей образом в соответствии с конами живой Вселенной. Вот я вижу, она рождает ребеночка, простилает как пеленочку, закутывает, целует, и такая черная энергия с правой стороны бух упала. И Мгм. одна веревочка оторвалась от этих. Потом второго ребеночка берет. А, я вижу у нее на лобике такой черный поцелуй, предательство матери. Из сердца у нее такая рука вырастает и берет этот поцелуй смерти и отрывает из чела нерожденного ребенка. И я вижу, этот ребеночек крылышки превращается, как ангелочек, и летит душа свободная. Это, верно, наверное, та, которая не воплотилась. И еще оторвалась это, считывается, плеть для нерожденных душ. Еще Мгм. одна Так. считывается Дмитрий. Мгм. И я вижу у него на лбу такой, как кружочек, и такой с одной стороны черный, считывается презрение матери. Я передаю Лилии, что она может отменить и этот третий аборт, и вернуть все частицы божественной души ее детям и стереть эту информацию с ее родового древа, с ее семейной системе, разрешить всем душам занять их места, которые они по праву сотворения должны занять в ее родовой системе. Я вижу, что идет такая подвижка, кто-то куда-то уходит, пропускает, толкаются, и идет такая перестановка в родовой системе, и в один момент так пух, и эта черная подключка отпала, эгрегор смерти младенцев. И у Дмитрия на лбу такая, как сияние произошло. И я Мгм. вижу, как они примирились с матерью. Мгм. Да, Вот. хорошо. И Также да. и остальных детей Лиля тоже хотела родить чистыми, светлыми. Я передаю информацию, что она чистая божественная душа, пусть зайдет в самые светлые пространства, которые вибрации жизни, гармонии, абсолютной чистоты, свободы. И в этом состоянии
родит своих детей, а Мгм. все эти темные энергии отправляет туда, откуда они пришли. И пусть она очистит весь ее род, как интересно. И вот это древо родовое, оно как бы в ней. И у самого древа, не у нее на спине, а у родового древа появляются крылья. Мгм. Что это значит? Ну, это символ свободы, Хорошо. освобождения. Хорошо, отсоединись от этого. Да. Найти эту ситуацию с младшей дочкой Марией, когда она не уехала в Израиль, а связалась с блатным, то Лиля переживала и наговорила много плохого, и все это исполнилось. Вот Лиля хотела бы это все отменить, изменить, Ну если вот я это вижу, можно. как это сработало. То есть почему вот это сразу мне идет эта вся информация, вот почему Илья искал именно телепата, да. Потому что вот это селище внутреннее, да, направленное или на зло, или на добро, оно работает. Вот, и когда она вот говорила это, то она воспользовалась этой своей внутренней силой и буквально считывается, как исполнила свои пророчества. То есть поэтому и говорится, что мы должны говорить только то, что хотим, чтобы происходило в мире и в нашей жизни. Потому Тогда что мы Лилия, творцы и обязаны говорить, если хотим быть чистыми творцами, только чистые вещи. мгм. Тогда Она Лилия, если меняет, она хочет, говорит: "Я да. благословляю тебя". И такие идут шары от нее. Говорит: "Я благословляю тебя". И да, эта Хорошо. ситуация отменилась, и она ушла. Вот эта программа "Матерь-зверь". То есть это Мгм. когда говорят не материнские чистые инстинкты, а эти программы. Это все ушло. Так, хорошо, отсоединись от этого. Да? Наташа снится в родовых домах это Лили. А какая Наташа? Кто это? Это которая жена новая мужа дочки, та, из-за которой забрали внука Мирослава. Так что она снится? Во-первых, у Лили был энергоудар в спину, и Лиля думает, что это тоже от нее. Давай эту ситуацию рассмотрим сначала. Найди этот энергоудар. Наташа находится по отношению. А, кто такая Алла? Алла, не знаю. Есть такая? Лиля, скажи только тихонечко. Подруга Чья? М. моя. А, Мгм. прозвучало имя Алла. Так. С чем она связана? Сейчас я Это посмотрю. Она от нее какой-то фантом привязан к Лили, и он вот так как-то летает. Считывается, а, считывается как зародыш. так. Это как-то связано с этим энергоударом, который Лиля почувствовала? Сейчас я спрошу у этой Аллы, что она делает в пространстве Мгм. Лилии. Лиля? Мгм. Я вижу, что она ее опутывает, как будто бы такими невидимыми паутинами. Что это она Она говорит, делает? что она ее гипнотизирует. С какой А, целью? но она не специально, а, она не находится конкретно в секторе магии, она вокруг нее считывается, что подсказывает.
ее родовую травму. Какую именно родовую травму она ей подсказывает? Я слышу уничтожение детей. Мгм. Почему ей снится Наташа? А вот у Наташи темная энергия, которая находится, а, вот это тоже считывается как раздвоение личности, то есть она дает волю своей теневой части, и буквально там такие энергии, ух, ух, ух. Кто из них ударил Лилию? Мгм. Наташа Мгм. говорит, что это она. Почему она сны посылает? Мгм. А, почему это Алла ее опутывает? А, От Аллы тоже нехороший какой-то идет. Она ее вот так вот опутывает. Так, почему? Считывается, что из-за Аллы Лиля теряет связь с собой. Что это значит? Доверяет Але больше, чем положено. Мгм. И как это влияет на Лилю? То, что она доверяет Але больше, чем положено. Я слышу, усугубляет свое положение, возрастает ненависть. Мгм. Видит ли это Лиля все, как на нее Алла влияет? Да, она видит. Ну, Довольно если быстро она разрывает этот кокон. Мгм. Она как в этом опутана этом коконе. Разрывает этот кокон, Полностью убирает и его со там своего есть какая-то пространства. точка входа. Точка входа возле правой Мгм. ноги. Так, что там? Я вижу, они сидят и две выпивают какое-то вино, беседуют. Мгм. И Как когда будто эта бы точка образуется, что произошло на физическом плане? считывается болтовня, пустая болтовня. Так, почему тогда в этот момент образуется эта точка входа? И я вижу, что это их темные программы, ну, как бы сговорились друг с другом и связываются в одно. Мгм. Видит ли это Лиля сейчас? То есть это как вышло из-под контроля. То есть это просто пустая болтовня. Мгм. Так. Видит ли это все Лиля? Да, она видит, и вот это два стаканчика с этим вином так цок, и там эта точка входа, как М. гипноз. Ну, если Я она вижу, как она хочет. так рассоединяет эти два Мгм. стаканчика. И Лилия встает из-за стола, говорит, ну все, хватит болтать. Мгм. Хорошо. И как ушла эта точка входа, эта паутина с пространства Лили? Да, она ушла. Мгм. Хорошо. А воздействие от Наташи, ты также говорила, что есть что-то. А вот к Наташе идет подключка именно в спину. И там такой какая-то конструкция, вот где тело, да, над спиной, над кожей, а, оно считывается, вот, знаешь, как коршун, коготь такой, вот, и как перья такие, а внутри такой коготь. Сейчас я посмотрю, на что зацепилась. Мгм. Считывается опять же то же самое слышу, что общая родовая программа. У Наташи с Уничтожение Лилей? рода, да, это уничтожение рода. То есть это как программы друг с дружкой сговорились. Мгм. И как эта конструкция влияет на Лилю? Как она влияет? Да. Я вижу, что Лиля как будто бы моет посуду и считывается пустое, пустое, как будто такие глубокие миски и вверх ногами их ставит, а под мисками потом образуются такие энергии черные,
которые идут от Натальи. Сейчас я посмотрю, не делает ли она еще каких-то ритуалов. Мгм. А есть у Лилии подозрение, что она делает ритуалы? Да. Ага. Потому что это как будто бы следствие ритуала, ну, на пусто. Я Мгм. вижу, что она делает ритуал, она копает лопатой и положила что-то. Так. Фотографию. Она держит вот так лопату, отодвинула землю и положила фотографию. Приказы отвечать, что это за ритуал она делает. А она говорит, я хочу ей пусто, я хочу ей пусто, я хочу ей пусто. То есть она Зачем? читает речитативом такой Зачем ей важно, разговор. чтобы было пусто, Лиля? Она говорит, мне не хватает, мне не хватает, мне не хватает. Мгм. Так, видит ли Лиля все ее ритуалы, А в ней ее говорит этот дух воздействия? черный, говорит, а, у меня пусто, мне не хватает. То есть это та программа, которая в ней говорит. Пусть Лиля передает это Наталье, что она ее видит и видит все ее ритуалы и приказывает ей убираться с ее пространства. И я вижу, как эта лопата вот так шух через голову ей и на этого духа напала. А у этой Натальи правая рука как будто бы обожжена, вся красная. Это фу, 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 фу. А фотографию Лиля достает и обтрусила все. Я вижу, как она, эта энергия негативная вся разобралась. Я передаю Лилии, чтобы она а, приказывала этой Наталье убирать всю магию ее же руками и все последствия. И я вижу, как эти мисочки только шух-шух-шух возвращаются к этой Наталье, и просто ей народ так один за одним тух-тух-тух-тух. То, что она говорила, вот как она И речитативом там конструкцию эту. читала. Да. И Мгм. я вижу, Конструкцию со как спины тоже пускай ей отдает. Мгм. Да, и я вижу, как этот, он считывается коршун, это ее, это дух ее, этой темный, возвращается к Мгм. этому духу, потому что это человек не может вредить другому человеку, это не в природе человека, и любая магия– это всегда призывание чужеродных сущностей, чужеродных энергий, и всегда это кармически наказуемо. Я передаю этой Наталье, что она вторглась в пространство Лилии, и она обязана все забрать немедленно. И я смотрю, и она так выдвигается в портал ниже, ниже, ниже. А, и там вот есть сцепление возле правой ноги. Это Мгм. что, родственница? Нет. А кто она? Она жена бывшего зятя. Ну, так это же родственные связи. Как это нет? Ну, тогда да. Вот. И еще они же забрали внука Лили, Мирослава, у его Ам, матери, у Лили. Вот там возле правой ноги такой есть, считывается паук. а, Такой, как кнопка какая-то. Когда я смотрю, там считывается энергия паука. Что это за энергия такая? Сейчас я посмотрю, что это за узел. Ам, А было какое-то такое событие, что у Лили был приступ, и она не могла дышать на физике? Да. Был? Во время А, удара этого, да? Во время удара, говорит. да, я вижу, как в этой кнопке, в этой энергии, которая считывается паук, Лилия как будто не может вздохнуть.
Я спрашиваю Лилию, почему она не может дышать, а она говорит, что она не может превозмочь себя и показывает, что в эфирном пространстве это вот магия, как будто бы лапами паука к ее лбу, к сердцу, к плечам, то есть как бы проникли эти лапы к основным меридианам, и вот особенно к считывается сердечной чакре, которая перемещена у нее вследствие этой операции, импланта, ну, этой операции, эфирной операции. Мгм. А, вот там и там просто нашли вот эта магия добралась до ее, считывается сердечная чакра, потому что она связана и с желаниями, то есть это творческий процессор, и там такой как бублик, да, то есть этот код творца, и она Мгм. забрала себе, как будто бы спрятала, и как будто бы часть дыхания, то есть часть творца забрала себе. Мгм. Лилия, если хочет, Считывается, украла может проявить сокровенное. всю эту магию на свет, все эти магические воздействия, и хозяйки этой магии тоже всех их на свет проявляем. И Лиля, если Я хочет, может вижу, как приказать ей этот коготь убирать это все. у Лилии уходит. И я передаю Лилии, чтобы она вернула все коды ее божественного творческого начала, ее божественной души. А этой пусть приказывает забирать этой ведьме, пусть забирает, и пусть Лилия сделает с этой ведьмой все, что она только хочет сделать. А Лилия говорит, Мгм. что ее стирает. Ну, она в своем пространстве. Мгм. Вот. И я передаю, чтобы она просто ее выжигает, как будто бы а, эфирным маслом, говорит. То есть восстанавливает целостность. Я вижу, как этот струп заживляется в ее пространстве. Так, этот паук уходит в свое пространство. Да, этот паук уходит и бросается на эту Наташу. Мгм. И я Так, передаю так Лилии, всё. что она может передать, что чтобы она отдала ей внука и Мгм. восстановить справедливость в семейной иерархии. Так, что происходит? М, Ну, я вижу, что какая-то шестеренка закрутилась. Передаю Лилии, чтобы она зашла в тот момент, когда все ее светлые мечты по восстановлению ее рода, родовых связей, справедливости, пусть она восстановит все порядки любви и гармонии в ее роду, и пусть распространит эту информацию с высоты уже исполненного ее желания, с той реальности, с того, я слышу, фрагмента реальности, который уже запрограммирован в ее божественной душе, в ее роду. Она Мгм. говорит, что убирает плесень с ее рода. И я вижу, что эти деструктивные программы, это все уходит, и Лиля вытаскивает остатки этих имплантов, энергий, и я передаю Лилии, чтобы она полностью очистила ее тело от всех имплантов, чипов, подключек, вернула всю ее энергию божественную и позакрывала все порталы. Ее энергосфера сильно-сильно увеличилась. Считывается, слышу, родовая память восстановлена. Мгм. Также Лиля хотела проверить, не вторглась ли Наталья в ее родовое древо. Ну, это как раз уже и произошло. Она восстановила То есть как это все. раз. Да. Хорошо, отсоединись от этого. Мгм.
Лиля хотела передать информацию жертвам наводнения, там, где погибло 9 человек, включая ребенка. Передать алгоритм освобождения и помочь им перейти в светлые пространства. Ну, я вижу, как будто болото такое течет, а Лиля просто берет и достает этих душ с этого болота и делает вот так вот. И вот они переходят. Я передаю им, чтобы каждая душа отсоединялась я слышу, страсти погибели, от этих энергий. Они живые божественные души, и пусть вот буквально они выпутываются, как из теневых сетей, и пусть поднимаются в самые светлые пространства, где отдыхают свободные души. Мгм. Лиля радуется, говорит, мы сделали это, мы сделали это. И я передаю Лилии, чтобы она очистила все ее пространство от привязок этих душ. Они ее благодарят. Ам, Мгм. Хорошо. Отсоединись от этого. Да, Лиля также хотела отменить крещение детей. но это по очереди нужно. Тогда старшая София. эм, Так, надо найти сначала это. Мгм. Давай посчитать. Я вижу, что это происходит как будто бы в доме. Заходит как будто бы в дом. Мгм. Заходит этот же демон с этим колокольчиком Так. и говорит к Лилии, что узнала меня, Мгм. Так. Лиля говорит, хочет. что он ее родовой демон. Мгм. М. Лиля может отменить свое решение крестить Софию, если она хочет. И я вижу, она выхватывает из этих черных пеленок и поднимает ее, и отваливается черный крест. Мгм. Так, Вот я хорошо. передаю Софии, что она может отсоединиться, если желает, потому что ее мама меняет эту ситуацию, и она пусть отсоединяется от этого решения, от этого эгрегора христианского. И вот так вот все произошло. И я слышу раскрещивание. И М. эта вся черная пелена ушла, дверь закрылась, а Хорошо. Лиля ходит по дому и пылесосит, как будто бы. Говорит, что чистит энергетическое пространство от вселенского демона. М. Хорошо. Отсоединись от этого. Мгм. Найди момент крещения Дмитрия. А здесь я вижу, как будто бы в церкви. Такой да-да-да-да-да, священник вот так что-то там говорит, и такое золото. И вот я вижу у Дмитрия такое, как вот этот, как колечко на лбу, а с одной стороны такой, как черный, как будто бы полосочка такая черная. Вот. И я вижу, как он этим крестом именно в эта уязвимость вот так вот лезет туда, Мгм. как будто бы и достает оттуда что-то такое красное и ест, так, смакует. А, Что это он достал? Что Оно, это он ну, ест? как будто бы мозг считывается часть сознания Творца, внедряет ему мысль о жертвоприношении, программу жертвенности. Мгм. Видит ли это Лиля сейчас? Да, Да, если она хочет, она может зайти в момент
перед тем, как этим крещением, и отменить эту ситуацию, Ну, я изменить вижу, она наилучшим образом. отбирает у него эту часть сознания своего сына, говорит, отдай, сука, на него, на этого говорит так. И я вижу, как он же находится в секторе магии по отношению и к Лилии, и к Дмитрию. Мгм. Пусть она приказывает этому, а, он считывается волхву, этому колдуну забирать его магию. Вот, и я вижу, она очищает ребенка, успокаивает его и Этот говорит, ты символ со чист. лба. Да, я передаю, чтобы она полностью очистила своего сына, подарила ему свет, гармонию, чистоту от самого детства и до сегодняшнего дня и в будущее, и очистила всю его родовую память. Она всегда принесла ему только свет, гармонию, богатство, истинную любовь, а все негативное отправляет, забирает у него и отправляет через свою мать, бабушку туда, откуда оно пришло в род. Вот. И очищает всю родовую систему, и своего сына отменяет это крещение. И этот поискал, ничего нету, и ушел, Мгм. исчез. Хорошо, отсоединись от этого всего Да. и найди, крещение Марии. Выглядит как будто бы на столе, в такой черной какой-то, считывается шмата, тряпка черная какая-то. Ее как будто заворачивает туда. Вот оно что. Вот как лилия была замотана в начале в этот кокон такой. Это М, ее карма за то, что она замотала свою дочь вот так. Считывается ограничение в движениях, насильственная смерть, ого, катастрофизм, удушение. мгм. Видит ли это все Лиля сейчас? Да, Если хочет, она может зайти в ту ситуацию и изменить ее наилучшим я вижу, она образом. хватает ребенка с этих черных пеленок, так рукой говорит нет, и этот ее хотел укусить демон, а, у нее из руки такой свет пошел, и этот демон просто растаял. Я передаю, чтобы Лилия Марию почистила, подарила ей живое, чистое рождение в чистоте, в гармонии и распространила свет. Она передаст пусть дочери только свет, гармонию, любовь, богатство, все чужеродное, все темное пусть отправляет туда, откуда оно пришло, и очищает весь родовой. Мне идет столб ее дочери от чужеродных энергий, пусть распространяет энергию света, гармонии, процветания, конов Вселенной, конов любви по всей ее родовой системе. Мгм. И вижу, как Мария, как ее древо, и она так руками как махнула, и какие-то почему-то идут матрешки, ну, как игрушки на Новый год, да? Мгм. Вот что-то такое. Они такие тяжелые, и они отпали и слетели. Одна с левой стороны, одна с правой стороны. Мгм. Вот, и она вытаскивает свои корни сияющие от, как будто бы замурованные были в такие черные, как колпачки, и поднимается вверх с крыльями. Я Мгм. передаю Лилии, чтобы она очистила все ее пространство, наполнялось светом. Так. Только Видно. сейчас проявились гадания.
Вижу карты, как будто бы слюнявит или что-то такое делает, раскладывает. Так. Что она гадала себе и людям, да? Мгм. Считывается, гадает себе и людям. А, И она хочет это отменить, ее сознательная часть. Да, я вижу, как за ней стоит этот дух с этим колпачком, с этим бубончиком. Это, знаешь, идет, как рисуют эти колпаки спать. То есть Мгм. это сон, иллюзия. То есть это вот иллюзорная, фантазийная реальность вместо реальности, которая исходит от божественной души. Мгм. Я Сознательная вижу, она часть Лили. развела костер и сжигает все эти Да. какие-то свечи, говорит, антураж, говорит, религиозный, магический антураж. И она собирает, оно просто из сектора магии в этот костер все сгорает. И раз хлоп, и схлопнулось все. Мгм. И она говорит, я чистая. Хорошо. Лиля также хотела очистить квартиру старшей дочери в Одессе от страха войны, наполнить спокойствием, любовью. Я вижу, она постучала. Тук-тук. Которая это дочка? Старшая София. София. Она ей так постучала и говорит, можно я войду? И заходит в ее пространство. Ногу так переступила, заходит в ее пространство. И оно такое маленькое, узкое, вот такое пространство. И приступила туда и стала вот как будто посредине пространства этого. И вот так плечи раздвигает, и оно вот так расширяется, и такой свет пошел. И в окнах такой свет, и такие темные, как стекла, полопали и попадали прочь. Мгм. Лилия говорит, я люблю тебя, дочки, и вышла с ее Мгм. пространства и пошла. Мгм. Хорошо. Также Лиля хотела передать информацию об освобождении в свой род и оставить в общем доступе всю эту информацию. Ну, я вижу, она благополучно почистила свой рот, ее рот с крыльями, свободен. Мгм. Хорошо. Посмотри, как сейчас выглядит Лиля. У нее еще импланты на глазах. Вот я о них говорила или не говорила, как тарелочки такие. Так. Считывается ам, зомби, а, тянется в сектор интерферентов и в сектор магии. Так. Кто хозяин этих тарелочек? Приказываю проявиться. Я вижу в секторе магии, она лежит, а над ней как бы склонился Михаил, ее бывший муж. Мгм. И считывается, что он вот так, как будто бы делает ей дыхание искусственное, так, и с нее что-то вышло. Считывается Так. доверие к себе, Мгм. считывается Так. искаженное целительство. Мгм. А импланты эти когда появились? В какой момент? Я вижу На момент глазах. свадьбы, когда он считывается для нее чужой, источник Мгм. зла. Так. Видит ли это все Лиля? Она его выбрала, она видит, на него смотрит, и я вижу какая-то странная рука, как гипнотическая, так и с левой стороны, показывает. Это он. А я вижу, М. что это показывает вот этот пенис, который с М. правой стороны. Это ее программы, выбрали его для того, чтобы провести по всем кругам ада. Ну, с другой стороны, чтобы она проснулась. Мгм. Видит ли сейчас Лиля
кто этот Михаил на самом деле и как она его выбрала. Да, я вижу, она оборачивается, смотрит на этот палец и видит, а это вот этот дух. И она его как ногой пнет, правой ногой, пинок ему, вот, и закрыла дверь. И я вижу, Мгм. полностью растаяла эта дверь перед ней, вот эта конструкция. Мгм. И она пишет, говорит, что она расторгает контракт с темной сущностью ее рода, ну, это с этим духом. Говорит, Мгм. что она пишет так, освобождает себя от духа рода, пишет, прощаю себя за, ну, как за пленение, как за пленение, за испытанную боль. Мгм. И говорит, обогащаю Так, себя пошли. опытом, а, и я ей Так. передаю, чтобы она убрала эти, Ага. выталкивала эти импланты, пусть отдает их этому Михаилу, и пусть он Мгм. забирает все те воздействия, которые он против нее совершал насильственные, и пусть М. собирает всю карму за насилие над ней. А Лиля пусть возвращает себе вот это доверие к себе, веру в себя. Я вижу, она вот так раз и подхватила этот шарик, который с нее вылетел, и она так вздохнула на полную грудь и встает с того ложа, куда он ее уложил, вот, Мгм. и снимает с себя эти импланты, говорит, забирай себе, вот, Мгм. и отдает ему, и отсекает буквально, оно отрезается вот так как-то, как будто ножницами вот так. Это все пространство я передаю ей, чтобы она восстановила свою личную целостность, гармонию, наполнялась ее личными энергиями счастья, гармонии, процветания и целостности. Она говорит, я ухожу от тебя, и уходит. Мгм. Теперь я вижу ее, она как ангел, божественная сущность с крыльями, так парит в воздухе прозрачная энергосфера. Так, я ей говорю, что это у нее на голове за корона черная. Она говорит, признательность антимира, эзотерический пафос, Зачем она ей, эта корона? божественное происхождение. Но это не то божественное происхождение, а какое-то эзотерическое, Мгм. которые выдумывают эзотерики, там я из Плеяд, я из того, я из сего, ну, такую всякую Видит ли фигню. это Лиля, что это искусственная эта вся Она корона берет эту корону эзотерическая? и вот так ее разложила, она так сложилась, знаешь, вот так вот Мгм. разложила ее и смотрит и говорит, о, это мой духовный путь, ну, типа духовный, темный духовный путь. Мгм. И она вот его как взяла, как камень, как киданет эту корону. И в этот момент я вижу, как ее вот эта седьмая чакра, которая как бы была зажата, как будто бы Мгм. ее спрессовали, вот так ее не было. Она вот так вот становится на свое место, и вот это все такое пух, такое свечение пошло, как фонтан просто. И вот Мгм. здесь такое сияние, и отсюда вылетает такая черная бабочка, ам, и так выматывается, с нее выматывается этот черный, как цепочка такая. Что И это за энергия? ам, это связь поколений, вот эти все магические действия, эта теневая часть уходит Мгм. полностью. Да, пусть Вот. полностью освобождается, очищается от всего чужеродного, от всего темного. И такая радость. И она вот так руками говорит: "Я свободна". Мгм. Смотри, как она сейчас выглядит.
Сейчас она прямо как ангел выглядит. Я вижу, что этой такой плотной э, штуки нет между нами. Оно сейчас уже стало как бы ам, свободно. То есть Мгм. тоненькие ниточки между всеми одинаково. Мгм. Хорошо. Спроси у нее, все ли мы сегодня для нее сделали. Да, она благодарит. Мгм. Тогда все вместе поднимаемся максимально вверх, Да. наполняемся живыми светлыми энергиями любви, гармонии, радости, благополучия, достатка, молодости, красоты, здоровья. Мгм. Прощаемся с Лилией, Да. отсоединись от всех и от всего, Мгм. проверь свое личное пространство, чисти от всего чужеродного, закрой все порталы, Все чисто. поднимись еще выше, Мгм. наполняйся живыми светлыми энергиями любви, гармонии, радости. Мгм. Ты готова выходить? Да. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Ну, спасибо. Очень Как, благодарна. как себя чувствуешь? Как твое состояние? Что-то поменялось? Ну, согрелась в конце, а до этого так трясло, просто сил не было. Трясло прям, аж зубы вот так стучали. Я хотела сказать, что у меня младшая сестра, когда мне было 1,5 года, она родилась, ее принесли, я подошла, смотрю на нее и говорю: ой, какая Моня. И мы ее Моня называли. Вот так вот все время. Так Все, Виктория, матрица большое работает наша. Мгм. Моня. Моня, Мона. Да. Большое спасибо. У меня камень прям упал с меня. Ты такая светлая душа. А у тебя есть телепатические способности? Ну, она что Да, сказала, что это видела. В этих есть, но я на них аспектах тоже ж внимания не надо. обращаю. Мне оно жить мешает. Мне и так постоянно Мешало. там летает. Не-не, Ну оно да. не может мешать. Его нужно просто правильно использовать. Правильно использовать, то есть научиться. Это же внутренний целитель. То есть это божественный дар, который нужно пускать, нужно использовать его, пускать на добро, Я, на служение добру. Виктория, знала, что что-то во мне сидит, и что я полностью закрыта, и что Была, мне надо распаковаться. ну все, Была распаковано, закрыта. все. Есть такой принцип: о всем плохом говорим в прошлом, о всем Да. хорошем, о всем, что хотим, чтобы было, говорим в настоящем. То есть Мгм. фильтруем базар, как говорится. И теперь Девочки, надо работать, это вот на уже осознанном уровне. Вот эта вот техника да, благодарности и вот это прописывание, что ты выбираешь уже сейчас в Да, я своем еще новом состоянии. пропишу все это. Спасибо, девчата. Да, да, всем спасибо, всем да. спасибо, Один пока-пока. Пока. давай, да.